Тадам, 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 та-да-да-да-дам. Ну что ж, дамы и господа, добрый вечер. Пятница. Нет, суббота. Суббота, добрый вечер. Вы на канале Game Genesis. Сегодня вечер страха и ужаса. Эфир первый в эфире. Меня зовут Павел. И со мной повелитель чатов Иван нынче. Чуть мой титул не присвоил себе вообще. Сегодня, да, не как вчера будет стрим. Чаты будут читаться абсолютно все. Что ж, будем, я так понимаю, откладывать немножко кирпичей. Не зря я нацепил шляпу. Она дает плюс 15 к скиллу. Вот. Да? Да. Прямо сразу, моментально, плюс 15. Да, и не зря запасся отважными напитками. Чтобы понижать скилл обратно? Нет, чтобы меньше откладывать кирпичей. И какой уровень сложности? Но раз плюс 15 к скиллу, то новичок. Нет, я думаю, лучше на бойце. Будем такой средний. Я смотрю, ты это... Смелый дюжа. Все хорошо, на самом деле. Смотри, средняя точность стрельбы и огневая мощь противника рекомендуется опытным игрокам. Мы же опытные игроки, опытные оперативники, скажем так. Да, будем как в Думе, значит, понятно. Doom. Чем тебе не нравится Doom? Да я помню, как ты там сейвился и умирал постоянно. Ну я же затащил в итоге. Не прошел же до конца. Ну, до конца не прошел, ну да, я его удалил. Чё поделать? Я сегодня вообще хотел разукраситься, знаешь, такая а-ля Рэмбо. Вот. Под антураж, под тематический стрим, но не нашел нигде туши. Или там, я не знаю, или угля какого-нибудь. Взял бы кетчуп. Кетчупом, кетчупом не круто. Зато дешево. Дешево, сердито. Как слышно обоих нас и как слышно игру, напишите об этом Дешево. в комментариях. Вот. Ну, или Я думаю, сейчас новые зрители по стандарту напишут: Ваню громко слышно. Так должно быть. Вот. Ну или ты послушай. Ну, я послушал, да, я гораздо громче тебя. Игру я пока не слышу, потому что там, пока что-то особого и нет. Я тебя могу убавить. Можешь меня, да, чуть-чуть убавить, потому что на новом микрофоне у меня какой-то шум есть. Сейчас убавим. Так. Давай попробуем тебя полтинничек поставить. Полтиннички я люблю. Ну что ж, сходу заставочка происходит. Пакстон Феттл, собственно, главный антагонист этой части. Такое уже и понятно. Прямо сходу. Очень нагнетающая атмосфера в целом. Привет, Контакт, да. Ну и привет остальные площадки. Так, я себя слышал. По звуку, я так понимаю, все нормально. Как ты можешь себя слышать, если я в наушниках? Не знаю, я себя услышал. Просто. Странно. Вот, но сейчас вроде не слышно, и это хорошо. Это очень было странно. Собственно, каннибал. Как мы сейчас сможем узреть. Вот, и играем мы, я так помню, за безымянного оперативника, да, и я ничего не путаю. Я Фиры очень плохо помню, и в основном я играл в кооперативы по угару. Нет, я проходил все части, как бы. Вот, я помню то, что во второй части мы, по-моему, играем за
тоже оперативника Бейкера, по-моему, это из группы Браво, которые как раз отправились в центр этот... ну, что-то типа Аптерго, что-то типа этого. Они мусор разбивать. Да, вроде так. Так, кто звонит мне в телефон? Я не знаю, кто тебе звонит, но только что я видел, как у нас вернулся Николас Кейдж. Ну да, он похож, смахивает на Николаса Кейджа. Снова у нас это внезапные звезды в внезапных играх. Да, очень внезапности в эфире опять. Ой-ой-ой, слишком большая сенсейшн, чувствительность. Надо потише сделать чувствительность и так. Продолжают с нами здороваться на всех эфирах, на всех рестримах. Здорово всем, ребятки. Да, всем привет. Еще разочек. Так. Для точности, мало ли кто опоздал на пару минут, мы только начинаем. Да. Так, и из чего? Еще потише надо сенсу сделать. Очень. Вот, все отлично. К слову, в первом эфире очень много вырезанных сцен. Допустим, вот до этого начала, да, вот, как нам сейчас повествуют, типа брифинг, все дела, до этого должна быть тренировка. Тренировка и еще некоторые там сцены, некоторые аспекты, вот, вводящие в курс вообще общего дела. Вот. В финальной версии игры мы этого как бы не увидели, но это все осталось в корне. Вот. И фанаты, любящие поковырять движки, все это дело откопали. Ну и на просторах интернета, в принципе, можно найти версию как бы дополненную. Тут вопрос поступил, почему Паша в шляпе из стрима по мафии. Застрял, она просто не снимается. Она не снимается, да, и еще раз для вновь пришедших говорю, плюс 15 к скиллу она дает сразу. Каковы твои первые воспоминания, спрашивает нас Пакстон Феттл, ну или Николас Кейдж, как мы определили. Какой-то он довольно личный вопрос задает. Вот ты так сходу можешь ответить твое первое воспоминание? Нет. Вот я, наверное, тоже не ответил. И, по-моему, над нами еще Харви там склонился. Ладно, окей, я так писал, найти следы Пакстона Феттла. Хорошо, и сейчас, по-моему, надо будет менять управление прямо сходу, потому что он, да, он не ходит. Блин, мне что-то показалось, что вы так припарковались, что здесь вообще с обеих сторон машина не откроется. Вот, у него, как обычно, в эфире, я помню это еще с первого релиза, вот, то, что... Так, уже режим прицеливания, Space, ты чё? Это вот максимализация того, что хочет сделать Bethesda в своих сериях типа Fallout и Skyrim, что игрок должен сам почувствовать их мир, сам создать своего персонажа. Вот здесь примерно так же, только внешний вид вы не создаете, но зато сами можете определять, какая кнопка за что будет отвечать, там, как вас зовут. Ну, в общем-то, все пока что. Но старт-то дан. Тут вообще ничего не назначено, как бы. Рукопашный бой. На что рукопашный бой назначить? На Alt. На Alt? Да, левый нижний Alt. Так, ускорение. Это, я так понимаю, как бы тайм. Тайм. Так, использование. Ну, в смысле, это slow motion, как в Макс Пейне, можно так сказать. Я просто подумал, что это типа спринт, типа побежи быстрее. Пускай будет V-фонарь. Ну, V-фонарь. Почему не F-фонарь? Последнее бросить оружие, не знаю, на H пускай будет. Последнее оружие, хер его знает. Следующий тип взрывчатки. Вот это вот вообще прям. И, тип взрывчатки, да, этот тип пояс Шахида.
И самое важное это аптечка. Аптечка, Просто- да, это куда-нибудь поближе на кую и на ешечку. Я пол игры, помнится, прошел, просто не юзая аптечки, потому что я не знал, на какую кнопку. Так, информация ай. Так, взгляд вверх. Показ метки, я не знаю, что это значит. Ну ладно. Так, все. А это, наверное, да, мультиплеер. Да, скорее всего. Так, а на что я поставил рукопашный бой-то? На Альт. А, на альт. Все, мне очень нравится, он может в прыжке просто с двух ног перехерачить. Причем по очереди. Да. Вот. Ну, тут очень клевая расчлененка вообще присутствует в этой игре. Вот. И кончается фонарь, как мы видим. Не, ну то, что фонарь кончается, это плохо, и то, что им расчлененку устроить нельзя с помощью фонаря, это тоже не очень. Тут двери открываются вообще как-нибудь. Ну вот эта заколоченная дверь, я думаю, не откроется тебе при всем твоем желании. Нет, я помню, тут где-то вход в какой-то туалет был. По-моему, он раньше был там, но, видимо, теперь его заколотили. Так, спрашивают, на стримах игры лицензионные, пиратские или зависит от ситуации? В тех случаях, когда лицензию получить невозможно, например, очень старая игра и в стиме ее, например, нету, тогда, разумеется, пиратки. Да, ну, например, к слову, как мафия. Купите первую мафию, купить сейчас нигде нереально. Вот вообще просто. Так. Раньше можно было в метро спуститься и купить себе диск, но он тоже был бы пиратский, так что смысл. Так, что, пока пошаримся внизу. Может быть, тут какие-то стимуляторы находятся. Где-то лежат. Да. Увеличивает максимальный запас здоровья. Отлично. Тоже такая. Небольшие гринделговые. Ну, гринделка. В общем. Собирательство предметов присутствует тоже небольшое. Но это хорошо, на самом деле. Лутаться мы любим. Твою мать. Мертвые, я вижу мертвых людей! Да не, он просто заусенец оторвал. Зачем ты здесь? Спрашивает мне какой-то призрак. Я так понимаю, это Пакстон. Твою мать! Не надо так делать какие-то... Да это сквозняк, ты чё? Дети плачут. Ну, сквозняк, детская площадка недалеко. Все нормально. Это напоминает мытище, на самом деле. Блин, его отстрелить надо обязательно. Экономный. Так, я думал, его можно... Блять. Рукояточкой. Вот, оказывается, нет. Чё, давай, помогай. О, все, да. Чем я тебе помогу? Так, я его чуть не пристрелил. Нормально. Как открыть? А, на F. Я уже забыл. Сам выставил управление, сам запутался к чертям. Шляпа плюс 15 к скиллу. Да. Так, у нашего оперативника опять галюны. Вот. Ну, в этой миссии, конечно, нам не удастся пощупать чужие ляжки, дотронуться до ноги. Вот. Но- Слушай, а постоянно наш оперативник ходит обдолбанным на дело? Ну, практически, ну, ты видишь, он по локациям ходит, собирает эти, как они, Шприцы. да, шприцы автоматические, пистолетные. Хочется ему шарнуться немножко. Ты кто? Так, на F. Сука. Так, тут ничего интересного. Город вообще пустой. Ну, оно и понятно, игра какого года? 2005-го. Ну, с учетом того, что нам дают бегать только по коридорным локациям, но и то вот, если запускают тебя в здание, ты можешь там просто неистово по этажам носиться. Вот. Но это не всегда хорошо, потому что, Там... например, у тебя и у Греты географический кретинизм. Это может затянуться. Это да.
Это да. Вот, я не раз так плутал. Вот. И эту, А и зачем это ты очень пытался плохо. взломать Твою мать! электрический щиток? Я не знаю, я что-то думал, мне там что-то надо сделать, но Зато ты поцеловал доску. да. Стал мопсом. Николас Кейдж немножко уебал доской. А зачем? Это ж наш начальник, нет? Нет. А чё он весь в крови-то уже? Так он людей жрет. Прям на крыше. Ну, видимо, да, он там с собой, не знаю, полноги, наверное, зацепил. На работу покушал. А жена ответила. Вернуться к своему... Сука. А, вот. Дельта нам... Слушай, у тебя кот на заднем плане выглядит так, как будто он ищет ключи какие-то или что-то потерял его. Да, может, что-то и потерял, хрен его знает. Вот, в общем, Дельта нам радирует то, что нужно херачить в порт. Вот, там какие-то проблемы. А напарник наш где? Внизу. Сверхъестественного характера. Так, Вызывайте Винчестеров. нашел, говорит, что? Ага, Николаса Кейджа. Охуеть, да, находка? Только он ни хера не сказал, слишком молчаливый парень у нас. А ему это, не заплатили за текст. Он только эти, как называется-то, лицом отработал, что называется. Очень. Не, круто. Нет, ну Фир, именно вот первая часть, ну и, наверное, все-таки Extraction Point, ну немножко это Perseus Мандат. Это, ну, первый все равно самая любимая моя часть из Фира. С удовольствием перепрохожу, там, не знаю, раз года в 2-3. Очень классная игрушка. По традиции. По традиции, да. Слушай, а почему пулемет сам по себе стреляет на вертолете? Да он не стрелял вроде. Там постоянно загоралось желтое свечение какое-то. Ну, я не знаю. Ну, это, наверное, призрак дух шкафа, мне так кажется. Этим все объясняется. Ну, у тебя, к сожалению, сейчас нету шкафа за спиной, но если откроется окно, то это предложение выйти. Эпизод Выйду из 2. игры. Эпизод 2. Вступление, собственно. Вот мы прибываем в порт с Дельтой. Я надеюсь, то, что Дельта. Или Браво. Нет, наверное, все-таки Дельта. А ты спроси, ребят, вы кто? Выставка окончена, говорит. Я, конечно, не спец по вертолетам, но, по-моему, трос, по которому ты спустился, был прикреплен к этим лопастям. Сохранение контрольной точки, и вот это вот меня больше всего калит в старых играх, то что во время этого сохранения одновременно еще происходит подгрузка локации. Вот, и все замирает. То есть, понимаешь, ты идешь, хуяк, все повисло, думаешь, ну все, пиздец. А тут хуяк. Ну, кстати, вот раньше, когда я играл в Quake 2, например, там тоже такие сейвы, я как-то не думал, что все крендец, я просто не знал, что может быть такое. Так, я еще нашел себя немножко. Немножечко дури. Да, немножечко дуря. Ща пойдем наркоманов арестовывать. Так, нам просто указали на нашу несостоятельность и Конечно, ты оперативник наркоман. сказали, я бы отправил кого-то из своих, но тут нужен специалист. Поэтому, как бы, что мы можем сделать? Ну давай по жопе можем ему давать. Так, а мы Он в еще шляпе как-то можем, тоже. нет? Я думал, это шляпное братство. По-моему, он еще как-то с разбега мог садиться и что-то как-то не получается и бить.
Вот, ну ладно, Это когда возвращаешься домой из школы, с разбегу сел. с разбегу сел. Да, за комп. Так, все, говорит, возвращайся, вот оперативники из группы Дельта пошли уже. Ну что ж, давайте вернемся к ним. Ой, что-то там какой-то апокалипсис начинает происходить. Ну вот. Ой, ищи Янковский, говорит. Все, флешбэк! Ну, точнее, некая сущность нам показывает, что произошло с ребятами, которые решили ворваться на территорию. Маленькая девочка в красном свитере. Призрак Альмы. Она просто всех испепелила. Найти отряд Янковский. К слову, что у нас вообще имеется? У нас есть пистолет, у нас есть как бы автомат. И все. И все. И больше ничего мы не имеем. Это очень плохо. Почему? У нас есть 3 скелета. Блять, лампочки мигают, лампочки лопаются. Твою мать. Какие-то звуки. Здесь тоже проблема с электричеством. Да. К слову... Ух ты. Действие игры разворачивается в летищах. В Бутово. Не, будто сейчас с электричеством нормально все. А Летище это старый район, там в принципе тоже полно ребят Так. нормальных. К слову, искусственный интеллект тут просто самый лучший аж по сегодняшний день. А интеллект игроков нет. Снайпер, говорит. Ты вот, чем больше уровень сложности, тем... Чем они умны? Да, тем умнее болванчики. Вот эти. Они переговариваются, перегруппировываются, там, какие-то... Начинают рассуждать о политике. Ну, на эксперте вероятно всего. Вот. Какие-то замысловатые команды начинают выполнять. Так. Нам нужно подобрать оружие. Так, что у нас еще тут есть? Физика, кстати, присутствует тут. Ура! Так, что мы можем взять тут? Мне бы аптечек найти бы еще. Вот это вот было бы здорово. Ух ты! Какой-то кто-то немножко долбанул электричеством. Товарищ, вот она аптечка. Одна аптечка есть, отлично. Замечательно. Ты помнишь, на какую кнопку юзать аптечку? На М. Это я запомнил. Аптечка это самое важное. О, можно тут выйти. А можно на второй этаж пойти. Либо тут зайти можно было. Так, я тут протиснусь. Нет? Слишком толстый. Да. Слишком много наркотиков. Я, конечно, не спец по наркотикам, но, по-моему, от них люди толстыми не становятся. Ну, тут хер его знает. Может он себе этот холестерин херачит. Каким надо быть ёбнутым наркоманом, чтобы холестерин колоть? Ну, например, нашим оперативникам. Не темно, может поярче сделать. Не, нормально. Мне лично все видно. Никаких пикселей нету. Стены полноценные. Отлично. Так, ага, Блять, всё, я как понял. выламывает доски еврей? Какие? Чего? Я говорю, как выламывает доски еврей? Я просто взял их все прикладом, потому что патроны казенные. Конечно, тут периодически еще опять подгрузка уровня. Тут периодически еще проблема с патронами возникает, да. Привет вновь пришедшим, да, это первый эфир. Почти с самого начала.
Так, на меня выслали поисковый отряд, потому что ихний отряд не отвечал. Мгм. Надо было рацию забрать, сказать им, да, типа нормально, ребят. Очень умные болванчики. Да. Вот, они, вот, видишь, они отходят, перегруппируются, там что-то делают. Если убить их командира, они там засут, начнут тоже что-то там делать, ищем. А, пишут, что эта игра слишком далекая от нашего времени. У В нас с вами смысле? разное время. В У меня смысле? лично полдесятого. Я не поясните, пожалуйста, чем оно слишком далеко это в какой-то, ну, мне кажется, все-таки в какой-то другой реальности все это дело происходит. Вот, потому что какие-то сумасшедшие девочки, призраки, какие-то генералы-каннибалы. Я думаю, имелось в виду то, что год выпуска 2005 год. 2005 год, но тем не менее игра очень бодро смотрится как бы и по сегодняшний день, вот, и с учетом того, что искусственный интеллект тут просто шедеврален. Ни у одной игры такого нет, даже в современных реалиях. Даже в современных Sims. Да. Так, это где? Кстати, прогресс в Симсах, в их интеллекте произошел, когда они научились вылазить из бассейнов без лестницы. И их больше не получалось просить. Вот тогда реальный прогресс. Так, Прям видна эволюция. Прям лица поумнели. научился вылазить из бассейна, да. Сразу интеллект на уровне, не знаю, Эйнштейна. Он, Да? он уже не обезьяна. Он уже человек, нахуй. Так, как Ты представляешь удивление на лице 13-летней девочки, которая попыталась утопить своего внебрачного ребенка и такая, как так-то? Как? Как так-то? А он вылез. Так, Что делать? Все. я научился быстро сохраняться, и это здорово. Так, мне... Нажал на кнопку F5. Да, нажал на кнопку F5. Мне просто интересно, я тут еще что-нибудь смогу найти? Что-нибудь. Нам загадку прислали. Угадайте, у кого полдня инет не работал, а когда придумал, чем заняться, он заработал. Загадку прислал Максим. Вопрос к знатокам. Так, как это? Так, надо на шаг переключиться, я так думаю. Так, тут нет ничего. Вот эти вот... Господи. Вот эти вот бустеры заныканы в таких местах, аж охереешь. Ну, допустим, один, он тут вот на ящике где-то наверху. Чтобы его забрать, нужно как-то подняться еще туда. Сохранимся. У Максима спрашивают, чем он занимался. Он говорит, доски пилил, бензопилой ходил. С бензопилой ходил, лежал. То есть Максим у нас какой-то маньячило. Нашел себе способ развлечения, пошел бензопилой, что-то распилил, там, потом по селу походил с заведенной бензопилой. Так, вторжение подтвердили наши товарищи клоны. Вот. И тем не менее нужно как-то аккуратненько это все сделать. С учетом того, что у меня кончаются патроны. Уже? Уже. Я Ты же говорю, даже доски выбивал. с патронами тут бывает просто жопка. Почему они могут как бы выбрасываться в окна, а я нет? Вот этот вопрос меня еще с того времени волновал. Почему я так не могу сделать? В принципе, можешь.
Ну, вот как они прям с кувырком так туда-сюда, ну не могу. Зато я могу в прыжке с двух ног уебать. Вас разным техникам кунг-фу учили. Да. Так, как-то нужно сюда забраться. О, гранаты, гранаты. Гранаты это здорово. Вспоминаем опять же Doom 3. Да, Doom 3 вспоминаем. Гранаты это здорово. Еще мне дали бронежилет. К слову, он тоже тут странно работает, как и в Думе. То есть, Ну, это как Counter-Strike 1.6, по идее. Просто вторая полоска здоровья, которая отправляется когда хочет. ну да. Так, меня обнаружили. Ту-ту-ту-ту. Да, кто-то. Кто звонит в мой телефон опять. Так, кинули гранату, просто что-то взорвалось, у меня сразу броня отхерачилась. Давайте я лучше загружусь, потому что... Броня нам родная. Мы ее не бросим. Так, 21:38. Вот он. Так, привет, Джейсон, привет всем опоздавшим. Играем первого эфира уже где-то полчаса. Так, потихонечку, потихонечку. Полигонечку. По чуть-чуть. Уровень сложности нелегкий, средний. Это откуда вопрос задал? Это я из контакта вычитал. У меня, значит, контакт не обновляется. А? А? Клон там верещит. А? Так, все, надо присесть. Сейчас потихонечку. Вообще, можно было бы немножко по стелсу еще с двух ног. Пабам, пабам. Но, ладно. Это все равно бы не было по стелсу, они же все равно там по рациям Ну да, выяснили да, бы. да. Спрашивает Паша, как дела? Ох, дела, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. За исключением некоторых моментов, а так, в принципе, все кошерно. Я нашел крутой автомат. С двумя обоймами целым. Я даже сохранюсь. Конечно, по такому-то празднику. Так, там телефон моргает, нужно взять трубку срочно. Ну ладно. Если моргает, надо взять. Так, гранаты. Так, что нам заповестил? Одно новое сообщение. Так это ж не наш телефон, ты что ты взял? Ну, просто. А если там личная какая? Типа, Жанна, я купил тебе ту игрушку, которую ты просила, деньги вернешь потом. А, к слову, как игру слышно, вот голос был сейчас? Я его слышал даже в Дискорде. Отлично. Я надеюсь, он не перебивает нас. Вот. Если перебивает, Нет, я могу потише сделать. Он тише тебя, но он достаточно громкий прозвучал. Спрашивают, как твои котики? Котики тоже отлично. Котики. Где? Ну, они были тут недавно в эфире. Носились. Контакт! Я очень рад этому факту. То, что котики бегают? Или это то, что по тебе Нет, стреляют? то, что у меня гранатами швыряются. Ага. Мечта мазохиста. Спрашивают, будет расхитительный... Фу, блять. Рассвет расхитительницы гробниц, которая 2015 года. Это какая? Это где вид сверху, что ли, или что? Такой сверху сбоку? Или как? Я понятия не имею. Ну, это Том Прайдера, насколько я Да, понимаю. Том Райдер, но там, по-моему, не вид сверху, там со спины. Ну, он такой вид... Ну, как, Не, ну как там дьявол. пятую точку точно видно постоянно. Что там же, сколько времени мамасы были, что все фапают Да? на эти пиксели. Я просто не знаю, я не особо слежу как бы за этим, за этой расхитительницей.
за, Я его тоже не особо люблю. за Ларой Крофт, потому что, как бы, да, она мне не особо нравится. Я помню то, что там что-то выходило аж в 2013 году. У нас, по-моему, даже на старом канале обзор был этой игры. Вот. А что там дальше выходило, как понятия особо не имею. Но я посмотрю обязательно, а там уже посмотрим. Как бы. Спрашивают, в этой игре есть стелс? Есть Паша, стелса нету. Да. Будет ли еще Doom 3? Нет, не будет. Вряд ли Doom 3 будет. Скорее всего, будет Doom 16 года. Ну, ребят, новый канал, новые прохождения. Так что... Вот так вот. Так, ребят, там внизу их можно, по-моему, гранаточкой херачить. Говорят, что 9 сверху это Лара Крофт ГО. Так. От Наверное... гранаты его Блять, он не разорвался. У него, по идее, там руки-ноги должны были отпасть просто. Наверное, стоило гранату кинуть в тех двух. Но я не бойцов. видел то, что там 2 бойца было. Вот, я надеюсь, я допинга нигде не проебал. Да, он тебе так сильно нужен, что... Ну, вообще, прикольная тема, как бы, умения твои раскачивать тут. Ваня, как поживаешь? Заманался я за эту неделю. Но в целом нормально. Вот, вообще мне бы хотелось бы найти Дробода. В режиме ускорения вы двигаетесь с запредельной скоростью. То есть, понятно, нужно вкорячить ускорение, открыть двери и просто... Как Соник убежать. Да, просто сделать больно ребятам. Сохраняшка! Сохраняшечка! Так, кто стреляет? Прохождение новые, интересы старые. Мы тоже, по идее, старые. В своем роде. Ну, в плане, что канал-то новый, но мы-то старые. Ой, тять, в башню! Так, по яйцам! По яйцам! Не убить, так унизить. Да, я при всем при этом я надеюсь, то, что никто мне не отстрелит мой прекрасный хуй. Да, то неловко. Представляешь, возвращаешься с войны к жене, которая тебя ждала. Такой грустно, дорогая. У нас никогда не будет детей. И вообще у нас никогда больше ничего не будет. Максимум обнимашки и поцелуйчики. И это плохо. Тут такой вопль жены. Не. Так. Развод. И все. Вроде усмирил всех клонов. И теперь я просто побегу, пособираю оружие и патроны. Пишут без эффекта Блум замедление не очень смотрелось. А тут есть Так. эффекты какие-то? Блин. Но ты когда стрелял, это Блум эффект будет. Ребят, вообще-то вот то, что он замедляет время, это он использует наркотики тяжелые, поэтому, соответственно, качество картинки, оно и должно быть дерьмовым, чтобы вы не употребляли наркотики. Из поста в группе Лехи цитата нам подъехала, где Алекс меня этот усач в лаве пугает. Не бойся, малыш, садись поудобней. Сейчас этот усач в шляпе тебе расскажет что-нибудь очень интересное. Да. Алекс в пробке, как у нас завелось, еще с хрен его знает какого года. Так, да, и тем не менее, там ж подгрузка уровня какая-то была, но я не хочу туда. Тут есть открытые двери, я хочу туда. Да, лестницы нет. Вот я смотрю, как вообще туда можно попасть. Вот, по всей видимости, никак, мне так кажется. Наверное. Ну, значит, нам туда не надо. Это того не стоит. Ты сам говорил, что здесь уровни коридорные, так что... Тебе нравится бегать по перилам? Я прокатился, да, на перильне. Что тут я еще могу взять? Ну, слава богу, патронов. Я опять вижу мертвых людей.
Тем не менее, игра опять сохранилась, и... Кто здесь? А, я здесь, да. Бля, нихера себе. Что-то у него вообще просто дичайший приход, сумасшедший. Не используйте наркотики. Да, особенно в таких количествах, в которых их использует наш оперативник, если можно так сказать. Пакстон? Я не пойду с тобой сейчас. Я лучше тут пошарюсь пока, может быть. Подожди, я ворую, блядь. Да, подожди, я мародерствую. Так, отлично. Так, что тут есть хоть? Да кто здесь? Да нет никого, я здесь. А, вот. Это ветер, блядь, где ваши деньги? Тем не менее, я как бы достал себе немножечко. Еще немножечко дури. Да, еще немножечко дури. Куча мертвых людей, надо сохраниться, это не к добру, это определенно не к добру. Да не. Мне так кажется, сейчас куча клонов просто выбегает откуда-то. Ну, по крайней мере, я еще не помер. Вот. Да, кстати, полчаса ты еще не умер. Странно. Это здорово, на самом деле. Да. Ну давно у нас такого не было. Так. Ёп твою ж мать! В молоко упал. Ну, стрелять мы в нее не будем. Какая она пафосная, пиздец, не Да. оборачивается на взрывы такая идет. Ну, это ж призрак. Это ж призрак получается, понимаешь? Ебать, ты в дверь не вписался, а в окно улетел. Патроны тратить я не стал по одной простой причине, потому что это бесполезно на самом деле. Вот, собственно, у тебя не сохраняются из перехода от уровня к уровню, боезапас и вообще количество вооружения у тебя стабильно. Вот. Нас спрашивают, какой наркотик. А мы этого не скажем. Никакой не используйте. Он там разный, херачит, я так думаю, активированный уголь вперемешку с яблочным соком. Очень много яблочного сока. Да. Он еще жив. Спрашивают, на новом канале ожидать прохождения игр. Ну, как видите, мы проходим их в прямом эфире уже сколько существует этот канал. Не факт, то, что это будет как прохождение, просто, не знаю, стримы. Нормально, короче, меня выбросило в окно и сразу на задание, говорит, все, пиздуй. О, как хорошо, что ты определился. Нам как раз нужен Да. человек, который выполнит за нас нашу грязную работу. Спасибо, что ты есть. Жив-здоров, пиздуй ловить Паксонов этого. Николаса Кейджа. Николаса Кейджа, да. Так, аптечку надо. А, господи. О, точно, это Армахем. Армахем зовут эту организацию. А почему Арма? Арма это что, девочка призрачная? Почему она не Альма, отводится? ее Альма зовут. Точно, Арма это этот военный эмулятор. Точно. Я помню еще в первый раз, тут, по-моему, да, вот сейчас будет коридор, и потом мы выйдем в какую-то канализацию, если мне память не изменяет, или если это вообще в этой части. Вот, и в первый раз, когда я проходил, я там дико плутал в этой канализации, чертовой. Так, пролетело пару вертушек. Так, Ну, это на 9 мая летит. так, сюда мы не можем пока. Так, а куда мы можем? Ага, вот. Все. Нужно ответить на телефонный звонок. Как они, сука, узнают, где мы? Кто? Ну вот, на телефон звонят. Нет, это просто автоответчик. Паша, кем ты работаешь? Паша стример. Паша работает менеджером по подготовке производства. Вот. Я царь, просто царь. То есть
То есть руководитель немножечко. Немножечко начальник. Так, я вообще правильно пошел? Пока идешь, это правильно. Нас спрашивают, здесь есть читы. Читы, я так понимаю, да, на игру вообще есть читы, по-моему, прописываются они через консоль, но не всегда работают. Вот, но играем мы без читов, как бы. Ну, там немножко, да, на стриме Мафии, да, там немножко пришлось воспользоваться читами, потому что мое рукожопство, как бы, вообще. Нужно было нажать, по-моему, на рычажок, да, чтобы повернуть вот эту вот елду. Я что-то запиздился немножко, надо сохраниться. Так, ну тут вроде в углах ничего нету такого, да? Ничего мы тут интересного не найдем, хотя можно в мусорном мешке поковыряться. Но это ладно. Спускаемся вниз. Говорят, что эта игра не для читов. Я здесь пока не вижу причин читерить, потому Да. что здесь есть аптечки, есть F5. Причем много аптечек, я уже 8 штук набрал. Раз уж тут Паша уже почти что час не умирает, то о чем? Причем на среднем уровне сложности. Да. Блять, какие-то дети. Вот я помню, я вообще дико обоссался, блять, с этого момента вообще, когда впервые играл, вот, у меня просто желание неистовое было съебаться из этой чертовой канализации, блять, Почему ты так боишься детей? потому что это призрак девочки, а мы наркоман-оперативник, как бы. Чего? Этот парень, который спрашивал, где Алекс, и говорил, что усач в шляпе его пугает. Ты пугаешь усача в шляпе еще больше. Фу, боже мой. Так, кисы у меня буянят. Там нужно 9 мая скоро. Пора бы им уже это буянить. нужно успокоить их, пойти. Это ты так мягко подводишь к перекуру. Ну да, сейчас я думаю, пройдем этот уровень. Так, тем не менее, 9 аптечек, 120 хп. В вашем, Из 100. районе, в вашем районе чужих, говорят, отлично. Так, потихонечку выглянем. Сейчас надо потрогать кого-нибудь за ляжку срочно. Говорят, что тут больше 9 аптечек нельзя брать. А по-моему, больше 10 нельзя брать, насколько я помню. Да начнется архиважный спор, блядь. А вот сейчас посмотрим, вон там аптечка лежит. Если я не заюзаю сейчас ничего. А пока, ребята, давайте напишите в комментарии, как вы считаете, можно ли брать 10 или 9 это максимум. Вон он. Классная игра, наркоман, бегающий от призрака девочки, гениально. Более гениально то, что этот наркоман работает оперативно. Как он? Fair в переводе как он? First Encounter, что-то там Assault Recon. Я не знаю, как это переводится, но в игре что-то там какая-то группа по борьбе с паранормальными явлениями. Наши переводчики перевели что-то вроде этого. Вот, мне кажется, я не помню. Вот, но напишите, во всяком случае, в комментариях, как это переводится на человеческий язык и как это перевели в игре. Вот. 10 Группа аптечек. наркоманов с оружием. 10 аптечек я с собой могу носить. Вот я только что взял 10-ю. Вот Бримбанк тоже написал, что максимум 10. Так что, Жень, ты нас обманул. Жень, ты нам денег должен за обман. Так, и галлон яблочного сока с активированным углем. Так, ну, тем не менее, неплохо. У меня есть патронов пока хватает.
патронов хватает, это здорово. Потому что, говорю, в прошлый раз я проходил, у меня с этим просто очень большая проблема была с патронами. Я ни хера не вижу из-за этой пыли. То есть, понимаешь, физика. Назад. Физика. Назад где, говорит? Брейнбан говорит, что Женя ему деньги на электронный кошелек пришлет. Да, по ссылке, которая над плеером. Да, и под плеером. Донат, ребята. Это здорово. На самом деле, да, благодаря вам мы закупили некоторое оборудование. Вот. Это здорово, спасибо на самом деле. И бич-пакетами питаемся. Нужна помощь срочно, товарищ. Так, вот он тут. Раненый тюлень. Так, Раненый тюлень. Как печально это выглядит и звучит. Спрашивают, почему вчера Паша играл, а не Гретта. Я знаю, что вчера игра не запускалась, нужная для стрима. Тогда зачем ты спрашиваешь? Да. И тем более, ну, какая разница, кто играл, Гретта или Паша, или Миша. У нас есть 3 стримера, получается, на данный момент. И стримят они, когда у них есть возможность и желание, соответственно. Вот. Ну, в любом случае, взаимозаменяемость никто не отменял. Как бы. Да. Если не работает что-то одно и не получается там, у кого-то, то почему бы нет? Так, как... Там Женя отмазывается и говорит, у него всего 18 рублей. Так, я думаю, я правильно пошел. Женя, а обе почки? Я думаю, я правильно пошел наверх. Какие игры в ближайшее время будете проходить? Именно проходить или стримить, пожалуйста, уточните. Пока не особо ясно, на самом деле. Ну, пока, насколько я понимаю, мы проходим Outlast 2. Да, пока Outlast и пока все. Есть еще ходячие, есть еще Стражи Галактики, но это как бы по мере выхода. Да. И вроде еще Нет, Бэтмена мы забили. Ну и хуй с ним, он педик. Он слишком скучный, понимаете? Нам приходилось косо друг друга развлекать самим по себе, и поэтому за сюжетом уже мало следили. Слишком наркоманский стрим выходил. Вот, в общем-то, Бэтмен остался на старом канале, так что, ребята, не обессудьте. Так, аптечка. Я на самом деле предлагаю уже где-то месяц постримить Assassin's Creed, Да хотя бы будет, до будет. 3-й части. Будет Assassin's Creed, я думаю, в мае мы его поставим все-таки. Нашей женщине. Потому что, насколько я помню, ты предлагал ей проходить его. Да, потому что ей, к геймпаду будет легко привыкнуть, и потому что это будут интересные стримы. Там уже Женю на счетчик ставят. Так. Непонятная комната, без всего, собственно, ничего хорошего там не удалось. Пишут, Бэтмен нужен от Rocksteady со стелсом и примочками. От которой архи какой-нибудь. Может быть, пока не знаю, пока ничего не могу сказать. Давайте вторую часть Ассасина. Нет, мы начнем с первой части и затем, наверное, все вторые, а дальше уже как пойдет. Если будут зрители, если будет интерес зрителей и, соответственно, у нас, то продолжим, может быть. Но начинать мы будем с первой, потому что, насколько я знаю, Гретта не играла в Ассасинов, и, надеюсь, она не знает сюжет, не гуглит его, и я ей расскажу сюжет. Ой, господи, так. Ой, блядь! Спрашивают, до синдиката дойдете? Я только что ответил, что как пойдет.
Посмотрим. А, Просто, блядь, это очень обширная серия, очень дохера стримов на нее, понимаете? Нужно все-таки какое-то разнообразие. Не ну, постоянно. знаешь, ее можно использовать еще как вот на форс-мажоры, как вчера. То есть, ну, вместо того, чтобы думать, чтобы поиграть, чтобы постримить, всегда есть Assassin's Creed. Если там игра не работает или игра слишком дерьмо, как у нас была одна такая. Вот. На самом деле было несколько таких игр, но одну игру в итоге отказались играть, а одну игру мы до сих пор на фуник помним. Так, в итоге я наткнулся на комнатку с оружием, с патронами. Это здорово. По-моему, у нас тут человечек в чате употребляет слишком много угля с соком. Что-то я вообще не понимаю, кому он что пишет, к чему это вообще. Тут В смысле? сообщения были, что он занят, я не могу отвечать, танк лучшей игры и все такое. То есть, ну, чувачок, видимо, еще сам понимает, зачем и что он пишет. Это, видимо, еще от вчерашнего стрима не отошел, товарищ. Ну что ж, давайте, я думаю, на этом моменте пока сделаем перерыв. Да, ставит на меня здесь один. Вот что значит одного фестиваля, что значит его перерыв. Я не могу заюзать аптечку, у меня 10 аптечек, ну ты прикинь, какое гадство. Так наоборот хорошо, пусть будет. Ну, блин, я-то хочу все собрать. Все, все просто, все. Еврей! Да. Спрашивает, стрим по Лего будут для Watch Dogs? А Watch Dogs, скорее всего, нет, а Лего тоже, скорее всего, нет. почему? Лего может быть, кстати. Который Лего Сити? А, не, Ёпт, что не, это? не Лего Сити, а пу-пу-пу-пу-пу. У меня Что-нибудь, есть Лего Гарри Поттер первый, четвертый ну выпуск. вот да, вот какое-нибудь такое дерьмо, что-нибудь вроде Гарри Поттера, там, Властелина колец, может быть, Пиратов Карибского моря, там, может быть, Звездные войны какие-нибудь забавные. Вот. Все перечислил серии. Просто, бля, офигенно. В любом случае, перерыв, буквально, я думаю, минутки 3 мы на это потратим. А, так, Вот. можно в промежутках стрим по такой игре, как Assassin's Creed. В смысле, в промежутках между чем? Так, за здоровье, Павел, пью зеленый чай. Спасибо. За ваше здоровье тоже как-нибудь выпьем. На Q пробовал, а на Q это нет. Мы поставили сами, настроили управление. Это самое. На M у него аптечка. Он имеет в виду, что не может ее использовать, потому что у него здоровье больше, чем нужно. Не может отхилиться, потому что не ранен. Так, я знаю сюжет ассасинов до самого Unity. Я знаю сюжет всех ассасинов. А, Играть мне на самом деле в них уже лень. Я поиграл с удовольствием в первый ассасин, во все вторые. Нет, не во все вторые, во вторые, кроме откровений. Хотя в откровениях тоже есть интересное для меня место, которое это воспоминание Дезмонда. В третьего я бы с удовольствием поиграл. В четвертого, ну, только так, не знаю, может, один вечер на корабликах поплавать. А такой Unity я бы уже, на самом деле, не хочу играть. Синдикат тоже не особо хочется играть. Изгоя тоже не особо хочется играть. Ну, только ради сюжета, но я сюжет их знаю, а какого-то феерического удовольствия от них не получу я уже. То есть один раз прошел, и этого достаточно. Так. ам, Скруш внутри Паши негодует того, что аптечки нельзя все взять. В натуре как так-то не ранен даже. За целый час-то. Непорядок. Непривычно-то как. Грета, ты еще нас смотришь? Ты еще ВКонтакте? Напиши мне.
Сейчас прям можем решить, когда у нас будет стрим. Вот, Гретта, пока ты здесь, может это... Когда ты сможешь застримить? Может, тебе Ассасина следующим поставить стрим? Или ты хочешь что-то конкретное? Может, без конкретики ответить там. Типа, есть другой план или что-нибудь такое. Ладно, понял. Ну, ребят, значит, пока ждем. Внутри у Паши сидит жадный еврей. Может быть. Знаете, вот он вам отключил звук, он сам себя не слышит. Вот, то есть вы его не слышите. И я его слышал сейчас все это время. Убери щелканье. Чего? Контакты щелканье убери. Ну как я его уберу? Звук Мне выключи. кто-то пишет, а оно оповещение У появляется. хрома звук выключи. А, точно. Так, отключить звук на вкладке, отключить звук на вкладке. Всё. Так вот, я что хотел сказать, судя по звукам, которые я слышал... Что? Откуда этот звук? Непонятно. У меня- Что это за херня была? Ёпта. Так, тем не менее, Я думал, у продолжу. тебя кот украл микрофон. Не исключено, он мог это сделать. Все, я теперь могу вернуться к той аптечке. Паша, твои коллеги знают, что ты стример. Мы с Греттой не в курсе. Так, где эта аптечка? Вот. Ты специально подставился, чтобы взять аптечку. Почему бы нет? Так, Джейсон пишет, все знают сюжет Assassin's Creed. Паш, ты знаешь сюжет первого Assassin's Creed? А, Вот Спиздили, вам и ответ. спиздили бармена. Тихо, тихо, у нас еще Гретта не играла. Дальше не спойлери, пожалуйста. Это как у нас розыгрыши раньше были игры по вопросам, и там это. Паша, ты знаешь правильный ответ? Да. И ответ сразу дает. Зачем? За что? Это нормально. В каждом из нас есть немножечко еврейских корней. Кошерные родственники. Кошерные аптечки. Это норм. Так, тут какие-то птицы кричат. Неужто орел из Ассасина летел? Сейчас будем делать прыжок веры. Головой вниз. Солдатиком. О, патрончики, аптечка. Опять. Заюзаем, возьмем. Кстати, ребят, насчет солдатиком. Никогда, если вы сильно напились, не плавайте. До добра это не доведет. Так, Потом еще и бассейн чистить. в какую сторону идти-то? На север всегда. Так, да, ну тут, в принципе, вариант один, подниматься по лестнице и все. В принципе, больше некуда идти, на самом деле. Так, я, пожалуй, себе хром перезапущу, а то что-то у меня какое-то негодование. Привет. Что-то пришло, мне голос сказал привет. Привет. Привет и вам. Здорово, как сам. Я не знаю, правда, что там. Я сейчас посмотрю, кто и сколько нам закинул денежек. Но спасибо в любом случае за донатик. На такие донатики мы, собственно, и живем всем нашим большим коллективом. Все роллтон кушаем. Да. Валим. Так. Даже не кипятком разводим, а знаете, там в ролтонах маслица. Вот только маслица. Я боюсь злобных рыб тут, я не И знаю. детей. Я не знаю, есть они тут или нет, но я решил просто побыстрее выбраться из этой водищи. Мало ли действительно, что там подхватить можно. Да, и кто-нибудь все-таки откусит мой прекрасный хуй. Это... Это излишняя информация была.
Так. Сейчас посмотрю, сколько там нам закинули. Полтинник был, там я Да, увидел, полтинник. Я просто хочу найти... там кто? Михаил Белый это был, и спасибо, Михаил. Мгм. Так, где-то, ну, нужно тут порыскать. Раньше зарплата была в тушенках, теперь в ролтонах. Это у Максима такое положение. А раньше Паша, получается, раздавал всем тушенку, а теперь вместе с нами на ролтонах сидит. Да. Так, тут ничего, шприцов нету никаких. Мне нужно больше дури. Да, нужно больше. Так, надо спуститься для начала еще. Так, там хештеги пошли на ютубе. Стандартные. Там нет рыб, только шприцы, стекла и вирус Эболы. Не бойся, Паша. Да, спасибо, что успокоили, ребят. Ух ты, господи, Альма. Привет. А Гретта пишет, раньше у него нас не было. Действительно, нас стало больше, мы раздираем его зарплату, все живем только на его зарплату, на донаты. Так, надо сохраниться, я так думаю. Надо сохраниться и вот, прыжок веры! В лужу. Блять, я не пролазю, кто-то слишком много жрет. Кто-то ворует наш Ролтон. Только кровища просто по яйца. Нахер. А, все. Загрузочка. Эпизод 3. Обострение. Так можно вилч подхватить. В Ролтон, говорю, в кровь нырнув. А почему я сам себя слышу? Не знаю. Эм. Я периодически себя тоже слышу. Как ты можешь себя слышать? Ты у меня очень тихо сделан в Дискорде, и я в наушниках. Я не могу знать, не могу сказать это. Тут кто-то раскидал аптечки. Вот. В канализации. В канализации кто-то раскидал аптечки. С героином. Так, я вижу... Знаете, мы живем в такой стране, что если вы идете по улице и видите лежащий на полу, ну, на асфальте, то есть раздолбанный шприц, вы ни за что в жизни не подумаете, наверное, здесь прошел врач, потерял. Нет, вы сразу понимаете, здесь какая-то шпана ширялась. Какой-то оперативник. Участковый ваш. Шел кого-нибудь проверять. Так, ну и, впрочем, у нас есть ноги. И это хорошо. Это замечательная новость. Ты только сейчас, что ли, их заметил? Да. Вот. А Не, когда ты в ну, щель не пролазил, ты не видел? нет, вообще я знал. Но я не обратил внимания, вообще я знал, то, что есть ноги, я же проходил не один раз. О, здорово. Так, если он тут появился, значит тут что-то интересное, наверное, должно быть. В этой хуйне. Да, здесь было сохранение. Так кажется. Да, он указал путь, как бы истинный. Там валяется броня. Это здорово, но у меня полный бронежилет, у меня полное ХП. Кто ты и что ты сделал с Пашей? Это здорово. Я же говорю, это шляпа плюс 15 к скиллу сразу выдает. Вот. Поэтому... А ты ее только на стримах одеваешь, или ты ее действительно больше не снимаешь вообще? Нет, я ее одеваю только на дайджест и, не знаю, вот на стрим второй раз, наверное. Ну, вчера Какой одевал. второй раз ты ее вообще, по-моему, не снимаешь на стримах больше? Ну, на Хитмане я без шляпы был. Разу. Ой, граната! Да у тебя там броня и хпшка лежит еще. Да, пойду возьму броню, заюзаю аптечку, возьму аптечку. Пойду обратно, у меня 328 патронов к обычному, как бы, автомату. Это круто. Найти его. Сейчас я вас найду, товарищи.
Так. Найти его, блядь. Вы же видели, куда я побежал-то. Ты только что хвалил этот искусственный интеллект. Тут они такой косяк выдают. Ну, нужно на элите играть, чтобы прочувствовать как бы всю мощь здешнего ИИ. Блять, он опять гранату кинул, но, слава богу, не в меня. Ну, во всяком случае, тут пыли, они могли не видеть, куда я побежал, куда я делся. Может быть, я вперед убежал. Да, ну ты и ниндзя, конечно. Пули говорит. Паша, ты Half-Life играть будешь? Не знаю, не могу пока сказать. Я помнится еще на старом канале как-то... Ух ты как здесь очутился-то? Чуть прихватил меня за задницу, скотина. Так, пособирать надо. Так, аптечку заюзать, аптечку взять. Начинал Half-Life, который Black Mesa. Вот. Но я ее не прошел. Ну, не знаю, в принципе, можно. Как бы все-таки ремейк. Вот, ну, переиздание, я так понимаю. Вот, можно, да, поиграть в Black Mesa, но когда это будет, я пока не знаю. Так, я кругами хожу. Ничего страшного. Вот, ладно, сейчас... Теперь я понял, как тот клон оказался у моей жопки. Он просто обошел вокруг. Представляешь, какой он это? Как он любит свою работу. Такой усердный. Пошел вокруг. Где вы такое еще видели? Так, у меня гранат полный карман. Вот. Автоответчик. Сообщений больше нет. Отзвонись, как сможешь. Там сообщили. Давай ему позвоним, скажем, слушай, все мертвы. Все очень плохо. Так, патроны. Опять подгрузка мира. Сохранение. Это здорово. А метро 33 будет? Возможно, я думал об этом. У меня как раз оба редукса есть. Вот, и не исключено. Валера Антипов сегодня, наверное, самый счастливый человек. Блять, куда я стреляю? Лучше в эпизоды к второй Half-Life, они легче. Ну, знаю, Паша, действительно, лучше играть в то, что легче. Я не знаю, я подумаю, но мне хотелось бы пройти одну игрушку. Тоже на движке Source, мне кажется, да, все-таки на движке Source. Это Nightmare House 2, потому что первый, мне кажется, он был все-таки на движке первой части. Вот если вообще такой был. Но, насколько я помню, по-моему, все-таки был. Вот, а второй, соответственно... Второй, естественно, на движке Source. Вот, и я помню, как-то играл еще на ЯТВ, ну, мне понравилось. Достаточно хорошая модификация, прикольная. Я что-то сейчас подумал, представляешь, скоро будут зрители на Ютубе и на Твиче, в основном те, которые моложе ЯТВ, в том плане, что он закрылся до их рождения. Ты вот представляешь всю жуть? Да.
Однако жутко страшнее, чем Fear. Да. Так, я надеюсь, я всех покоцал. Так. Пока патрончиков пособирал. Так, это... Там насчет этого, вот, то, что я предлагал позвонить чуваку, сказать, что все мертвы, пишут, что вы ему позвоните, а он скажет, хватит баловаться, наркоман, и в чем-то будет прав. Ну да. Но с другой стороны, скоро он поймет, что мы-то ему не собрали. Контакт. Так, их слишком много. На квадратный метр. Слушай, ты же раньше играл в Counter-Strike. Ну да. Как ты так стреляешь-то так? Тут немного другая баллистика. Ну, очень похоже на 1.6. Не совсем. Не совсем. И тем более движки разные, соответственно, физика, баллистика разная, с учетом того, то, что там контра выходил там первый 1.4 в каком-то 98-м году-то. Но у меня может не спрашивать, я сам чуть постарше. Буквально чуть. Так, куда-то надо. Так я и не спрашиваю, я знаю, я играл еще с 1.4, как бы. Сейчас, наверное, некоторые зрители... Что, до 1.6 тоже версии были? Больше, скажу, было и 1.0, и 1.2 было. Я вот, кстати, 1.2 где-то встречал на одной из своих практик, когда еще учился. На компе стояла 1.2 контра, и все. Больше там вообще ничего не было. На других компах там Warcraft 3 был, Half-Life где-то была, Quake был. Так, я что-то запустил по трубам, не знаю, правда, что. Судя по тому, что мы были в канализации, какая здесь вода. Ну все, да, нужно было просто как бы включить и пропрыгать по этим ящикам. Но я помню, слава богу. Вот. Так бы, если б не помнил, то все было бы очень печально. Я, конечно, не хочу ничего сказать про физику, но когда вы на плавающий объект прыгаете на одну из его сторон, он будет корениться. Скорее всего, вы на него упадете. Но 2005 год, к игре придирок нету. Просто имейте в виду. Игра клевая, я там, по-моему, Дрободану чувака обнаружил. Все, мне надо его отжать срочно. Оттай. Оттай. Так, я сохранился, это здорово. Ага. Это то есть вместо оружия что-то. Так. Можешь вместо пистолета взять. Не, пистолеты тут решают, на самом деле. На самом деле, в самой сложной ситуации. Поэтому ты решил стене показать, кто здесь главный. Да. Так, надо заюзать аптечку. Да. Сохраниться. Выключить фонарь. Так, вот, я еще могу, кстати, аптечку заюзать. Я еще могу взять аптечку. Это здорово. Таки не кошерно ее здесь оставлять. Тут мины. А что это вообще за пристанище шахидов? Так нас же отправили узнать, что в доках происходит. Вот мы в этих Почему в доках так много оружия, мин, клон? Так. Видать, охрану не предупредили, что к ним придут с проверкой наркоманы и оперативники. Да. Но очень здорово.
сейчас задействовали, гранаточка, и потом просто с дрободана. Так, ну я тут слишком осатанел. И это здорово. Страница. Очень мрачные коридоры, очень мрачная вообще атмосфера в целом. И, ой-ой-ой, очень много в одного бродить приходится, потому что напарников здесь нет совершенно. Вот, ну, А разве тогда уже была система напарников? ну тут бывает, встречаются товарищи. Так, и вот это вот место крайне хреновое, потому что помню, когда первый раз проходил, очень долго не мог, потому что у меня было патронов минимум, вот, аптечек минимум вообще. Я не знал, как юзать замедление. Вот, но потом все-таки как-то придрочился там из-за углов. Так, вот это очень клевый ствол, на самом деле, гвоздемет. Вот. Вы представляете, ребят, это будет единственная игра, где Паша, единственный шутер игра, где Паша ни разу не умрет. Уже 1,5 часа, а смертей 0. Где тут Нонсенс. второй пистолет должен быть. Видимо, проебался. Ладно, возьмем гвоздемет этот. Кто-то там постучался в Дискорд вроде, нет? Это я звук отключал, потому что микрофон поправлял. Уехал слишком. Вот, в общем, здорово, да. Я еще ни разу не помер, у меня Unreal. куча аптечек осталось. О, ребята отходят, кстати. Паша, Стражи Галактики от Telltale играть будешь? Паша не будет. Будет играть Гретта, она уже играла. Этот чувак сказал бэнг-бэнг. Как Хованский. Нет. Он сказал, выкури его. А, Противник, говорит, выкури его, а там я куда-то швырнул гранату, теперь там огонь. вообще огонь. Вообще огонь, да. Ебать, А, огонь в воздухе. там еще один. Ух, блядь. Еще и не помер. Это огонь. Нет, здоровская игра, на самом деле. Если как бы угодно к прохождению, обязательно. Очень. Просто все сели и прошли. Быстро. Быстро. Так, тут нет ничего хорошего, что ли? Так, а мне туда надо? Не, я не хочу туда. А Жень говорит, что доходил в этой игре до 9 или до 10 главы и не знает, сколько их всего. Тут есть эксперт Павел, который проходит ее раз в несколько лет. Постоянно. Но пока я не могу вспомнить, сколько тут именно глав. Вот, если интересует какое-то полное прохождение, зайдите на наш старый канал, там есть, ну, там есть как бы пройденное Там все есть. до конца, то есть в формате краткого пересказа, такого чисто сюжетные моменты, ну, буквально, не знаю, минут 40, наверное, занимает это все дело. Это, знаете, у всех есть такие моменты, когда вы сидите, ну, может быть, чай пьете, может быть, что-то там поинтересней, или же просто сидите, что-то жуете сухомятку, вам неохота ни во что играть, все, что вы смотрите, вам надоело, смотреть какой-то фильм вам неохота, и тут вас заинтересовала какая-то игра, но играть, опять же, неинтересно.
И для этого у нас есть на старом канале плейлист с краткими пересказами. Специально. Надеюсь, на новом канале все это дело преобразуется в какой-то другой формат, поинтереснее. Валера Антипов пишет, что не знал насчет Стражи Галактики, говорит, редко смотрит. Смотри чаще, подписывайся на нас, можешь смотреть хотя бы записи. Записи стримов всегда есть ВКонтакте и на Ютубе. Ну, на Ютубе не всегда, но ВКонтакте есть. И ВКонтакте тоже. Не всегда. Ну, в основном там контакт запись стримов сам делает. Ну, делает, но некоторых нету. Тех же самых аудиосерф даже ВКонтакте нет. Там, по-моему, Овердроча одного эфира нет ВКонтакте. Ну, Overwatch, в общем-то, не сюжетная игра, а этого аудиосерф и Guitar Hero, который мы стримили, но это очевидно, что там никаких записей не будет, потому что там слишком много авторских прав, слишком много музыки. Приятного аппетита тем, кто ест и смотрит нас. Так. Мы лазим по канализации в игре Fear. Ёптуш! Да. Женщина! Маленькая! Тварь! Она помогла тебе спуститься по лестнице. Да тут еще один перец. Это он тебя спросил, ты как, нормально? Ты ему из дробовика. В лицо. Да. А он тебе дорогу указывал в какое-то время. Блять, какие-то бутылки там. О. Радио сообщает о взрыве в порту. Нет никакого взрыва. Чихнули мы. А Что такое? как? Чихнули, вылетели в окно просто. Да? Этот взрыв, точно было дело. Так, может там что-то внизу есть, раз тут лестница. Если лестница есть, значит нам по лестнице. Уже попробуем вниз. Он там какая-то... Хэштег Паша не любит детей. Уточняющий хэштег Паша боится детей. Крыса, не ширайся нашим шприцом. Да-да-да, вот я его заметил, и как туда попасть, большой вопрос. Хэштег Паша не любит всех. Паша любит вас, особенно если вы матите. Блин, как туда попасть? Там обойти нельзя было по туннелю внизу дальше. Я не знаю, я сейчас проверю. Паша Скрудж. Что за хэштеги нелюбви к Паше пошли? Я нашел какую-то лестницу. Да, можно взять. Небольшое собирательство. Грета пишет хэштег гоните щекеля. Щекели. Так. Фонарь выключился. Я заплутал. Хэштег Паша Ролтон. Пиздец. Тебе по лестнице надо было подняться, что ты. Да все, я нашел. Как бы теперь найти бы вообще куда идти. Ну, нормально, вот тут привидения какие-то, кровища. Это хорошо. Вызывайте Билла Мира. Ghostbusters. Ну, да. Твою мать. Альма. Да нет, просто перебои с электричеством. Тушься? А чё, зачем? Тушься, зачем? Это вот роды евреев. Дыши и тушься. Таки зачем? Такие... Альма, отстань. Иди нахуй, ты слишком маленькая, меня за тебя посадят. Ну, вообще по истории, как бы я не знаю.
Сейчас стоит говорить или нет? Ну, игра 2005 года. Ну, вообще да, но может кто-то и не играл. Вот. В любом случае, это его мать. Твою мать, Как как бы. так-то? А Пакстон Феттл это его брат. А кто такой Факстел Фет? Это этот? Это Николас Кейдж, да. Нихуя себе, у меня родственники. Охуевшие, да? Да. Призрачная альма-матер, блядь. Не Николас Кейдж, это вообще ебануться можно. Вот, Валера Антипов пишет, что подписался на YouTube. Красавчик. Замечательно, да. Все подписывайтесь на канал на Ютубе и в группу ВКонтакте. Бизнес. Пожалуйста. Ой. И вас не возьмет Альма за задницу. Это будет. Так. А еще в армию вас не возьмут. Но это не точно. Но я думаю, это очень крупная замануха. Так, тут живой товарищ. Чё? Давай его убьем. Ладно, сидит там, говорит, ладно, пошли. Блядь, где-то сидит, командует такой, блядь. Педрила. Блядь, я кинул гранату, она вернулась ко мне, как бы. Там нам фотожабку сделали насчет щекелей. Щекели. Замечательно, я очень рад. В перекуре посмотрю. Призраки умерших солдат лазят. Это в мире всего существует один призрак. И это призрак шкафа. Да. Но это... А, это не новая фотожабка, это старая фотожабка. А, старый фотожаб. Так, где мой дрободан? Кошерный. Таки Православный. кончился. Православный кошерный дрободан? Ты серьезно? Да. Почему бы нет? Просто в лицо дроби. Так, есть еще. Так, аптечка. Замечательно. А, вот дверь. Господи. Блять, нахуй их так много. Ему с таким дрободаном только в Outlast. Дрободан очень клевый. Сейчас можно было видеть, как он просто разорвал на части. Одного из клонов. На мой взгляд, на самом деле, оружию никакому вообще не место в хоррорах. Ну, Типа, когда у тебя волынно, ты всех валишь налево-направо, это убивает весь страх, всю беспомощность. ну, здесь-то ему самое место. Ну, вот этих вот чувачков военных ты же не боишься. Их не боюсь, но это клоны. Вот, не сказать, Ну, правда, именно. что тупые, но клоны. Так, он, кажется, пошел в обход, да. Так, то я снова микрофон отключал. Я понял. Так, надо сохраниться. Не, соса нам не надо. Сохраниться надо. Так, что тут? Можно что это скрафтить себе? Так, нам там приколюшки отсылают. 17-летний сын увлекся психологической литературой. Недавно читал книгу «Как подчинить себе людей». Все бы ничего, но с последние полгода мы приобрели этому звездюку Xbox, iPhone и MacBook. Вот собираемся машину брать. Ужас. Читайте умные книжки, ребят. Так, я вообще правильно хожу? Тебе в вентиляцию. Вот я в вентиляции ползаю. А, да.
какие-то мертвые рабочие. Люблю хорроры с пушками, потому что шутеры круче. Отлично. Бля. А, Очень много времени в канализации приходится проводить. Работа такая. Так. Мы потеряли одного, и вы убиты. Собственно. Серьезно, первая смерть за 1,5 часа. Первая смерть, да. Это просто, я не знаю. Сегодня день какой-то, я не знаю, в календаре его отметить, что ли. Так, у меня где-то были как бы эти мины. Спрашивают, что за книга. Я же сказал, это приколюху нам отправили тут клиш. Это не чье-то высказывание, это, ну, блин, как это объяснить там. На картинке написано, я прочитал. Так вам яснее. Все, с Драбадана это оказалось в разы легче, чем швыряться минами там. Паша, а почему все время в шляпе? На это вопрос я уже отвечал, она просто не снимается. Знаете, если ее снять, там будет такой звук. Плюс 15 к скиллу, ребята. Чё? Уже говорил об этом. Вова Шевченко с нами здоровается. Привет всем вновь пришедшим, опоздавшим. Играем первый эфир уже 1,5 часа. За 1,5 часа всего одна единственная Два. смерть, которая была. Что? 2 раза. Я на этом месте 2 раза помер. Или 3. Ничего себе ты Просто даешь. я не увидел то, что у меня 30 хп было всего. Я пропустил, пока вкладки листал. В общем, не так много смертей у нас было. Буквально 1,5 часа мы держались без смертей, и за последние пару минут Паша вернулся в свою стезю. Обнулился. Вот, но ничего страшного, как бы это не так много, как могло было быть. Говорят, шляпа переросла к голове. Ну, просто очень маленькая шляпа, очень большая голова. И он ее одел. И все. Так, я надеюсь, я в верном направлении вообще топаю. Потому что, как бы заблудиться тут не составляет никаких проблем. Все-таки верно, эпизод 3, обострение, все уходят. Как бы основное задание уничтожить Феттела. В смысле все уходят? Ну, не знаю, так называется. Все уходят. То есть, блять, нас кинули где-то вентиляции, канализации, а все уходят. Ребят, если вы в бар, то вы хоть пиццу мне оставьте. Солдаты-клоны продолжают организованно отступать с южной водоочистной станции. После обнаружения второй жертвы Феттела был ликвидирован отряд. Прикрывавшее отступление преследование противника продолжается. Замечательно. Котяра — это мама-кошка. Чё? Я очень рад этому. Ну, там, Ебать, у вас позывные. ну, там по рации, да, сообщает. Котяра — это мама-кошка. Мама. Я в Фу, блять, ебаное слово. Канализация. Да, почему-то мне привычнее говорить колонизация. Канализация. Колонизируем канализацию. Не самое удачное место, я бы сказал. Но все же. А зачем тут как бы куча лестниц? Мне непонятно. Чтобы спортом заниматься. Тут Смотрели мурашки по маске, про маску. Вот у Паши шляпа также проросла в голове. Видимо, не мурашки, а мультяшки. ну, наверное. Вообще фильм. Я помню, был фильм «Маска» с Джимом Керри. Фильм был. И еще мультик был. Мультфильм тоже был, но мультфильм пиздец дебильный. Я тебе да. скажу. Ну, собственно, фильм тоже, в общем-то,
такой там юмор, в общем. Так, всегда сохраняйся. А как котиков зовут? Так это позывные были. Мама-кошка это позывной. На Позывной. самом деле это не мама. И как котяра тоже позывной. Это как у как бы у ихних военных там в основном в фильмах там и в играх тоже взять тот же Flashpoint, у них там позывные как Папаша Медведь, там что-то такое. Какая разница, как их зовут на самом-то деле? Типа, ну если перехватят их переговоры и чё? Вот вы представляете, русские переговоры перехватывают, как не американцы. И что там, Антона, я не знаю, где лежит домкрат. Потому что это военные переговоры. Антоша, не психуй. И что, и какая разница? Ну, как будто в России так много, мало, то есть Антонов и Иванов. Прям позывные им нужны. Так, кто-то поставил на меня мину. Я думаю, тебе самое место в автобус с миной. Или в метро. Я не знаю. Тут я лучше обойду. А ты по ним пострелять не можешь? Ну, зачем тратить патроны? Если, Ам, если я могу пойти в обход. Почему бы нет? действительно. А, это вопрос был про котиков Паши. Знаете, имена его котов можно выяснить по тем моментам, когда они шкодят. Потому что обычно, как это происходит, кот сзади шкодит, и крики Кокося слэш Анфиса слэш Мотя выдают их всех. Это да. Так. Тут, блять, невидимая дрянь. Так, Нет, как там? невидимая. Тайм. Останавливать. А, нет, она куда-то делась. Просто... Как просто мужик упал в воду, ты чё? Да? Я думал, это... Тут просто есть одна невидимая гадость, которая просто заебывает неимоверно. Там мужик бомбочкой в канализацию нырнул соплями купаться. Ты уже из дробовика начал хуярить его. Он даже не всплыл. Очень плохо. Да. Ровно так же плохо, как ты гранату кинул. Да я не ту гранату кинул. Ой. Вследствие чего просто помер. Вот надо другую просто выбрать. А у меня другие... А, нет, есть все-таки другая. Да, все надо. Невидимки замучают в особняке, пишут. Это да, это можно. Я не помню точно. Я надеюсь, я кого-нибудь там завалил. Не факт. Ну Но у да. тебя еще есть гранат. А вот именно таких нет. Ау. Вот эта волына очень клевая, она стреляет гвоздями. Не знаю, если можно так сказать. Это просто можно посмотреть. Блять, исчезла. Так, тут что-то где-то... О, рука! Дотронемся до руки. Пожмем ее. Можно я как спиноческу себе взять? Так, тут там в меня швыряется чем-то сверху. И это не круто. Тем более, что мы в канализации. Да. Ох, как не круто. Мужик бомбочка нырнул и утонул в говнище. Вот стыд-то. Действительно. Не лучшая смерть. Ну, это точно. Так, я надеюсь, я правильно иду вообще? Я просто другого пути не вижу, поэтому скажу да. Так, вот я наверху. Собственно, откуда кто-то свалился. Жалко, нельзя молоток взять. Зачем тебе молоток? Но я бы с молотком выходил. Понял. Нужно больше жестокости. Да. Так. О, опять.
шприцик, шприцик. И у меня full хп, насколько я понимаю, теперь у меня 130 возможных. Так, и теперь, похоже, мне надо обратно, потому что здесь я не вижу больше выхода. Ну, в говнище следом за мужиком прыгай. Не-не-не. Ну, как хочешь. Блядь, где выход-то? Я потерялся. Ага. Так, или не туда вообще надо было. Так, может быть, там такой же вход есть? К тебе вон по трубам попрыгать. Так я оттуда пришел. Ага. Фонарь кончается, это не очень хорошо. Сидим в темноте. Покумекаем. Так, нет, слушай, тут больше выхода нету. Паша, поиграй в Биошок, там можно гаечным ключом отбиваться от мутантов. Ой, ну, Биошок еще может быть. Я не знаю. Первый, второй я не играл, Infinite, который я тоже не играл, но видел. Не знаю, в принципе, наверное, что-то нормально должен. Там подозревают, что у тебя лысины под шляпой. Нет, нет. То, что он знает про Counter-Strike 1.4 и 1.2, это не значит, что он старый. Как бы. К слову, вы пропустили звук только что, когда он снял шляпу, там должен был быть звук, как, знаешь, вино, когда открываешь бутылку, там чпонг. Он должен был быть такой же звук. С волосатостью у меня все в порядке. Так, надо сохраниться. Я опять пришел к этой мине. Стреляй по ней. Очень, очень здорово. Да ты мне. Прижался к стене, вместо того, чтобы за угол завернуть, просто наклониться, отошел к мине. Да стрельни ты в нее издалека, что ж ты делаешь? Я в слоумо подошел и отошел. Когда слишком еврей. Но я по-моему, сделал еще хуже. Нет, тут можно выключить электричество. Так, как пробраться-то? Все норм. Ну тут, в принципе, ничего интересного. Хотя там дальше проход есть. Вот и броня, вот и ноутбук какой-то. Что-то загружаем, какие-то данные. Игры скачиваем. Все игры. Валера, блин, что ж ты делаешь, Валера? Я думаю, ты уже сам прочитал, что он там Да, написал. я видел, я видел. Ладно, ничего страшного. Кстати, насчет Биошока пишут, что первый и второй нормальный, а Infinite совсем упоротая часть поднебесный город вместо подводного. Зато красивая. Ну, не знаю. Все, конечно, может быть. Я зачем-то опять ползаю тут. Понятно зачем. Я опять шприцов нашел. Чуйка-то не подводят. Да, Постоянно к шприцам приводят. все нормально. Так, тут еще и гранаты есть. Как здорово. Только не те, которые мне нужны. Вот, это плохо. Ну ничего, ничего. Я так думаю, не зря мне дали винтовку с прицелом, как бы автомат. Значит, что-то будет тут такое. Что-то требующее прицельности. Да. Ну, замки можно сбивать, например, из прицела. Так, я не отсюда пришел.
Откуда? Отсюда! Так, я, наверное, попал ему в башку. Так, все, надо экономить патроны от винтовочки. Пострелял по ящикам, надо экономить. О, граната. Граната, граната. Ну, тут можно вообще оружие убрать, к слову. На какую-то кнопку, Чем? которую я не назначил. Не знаю, может просто ходить, сдаваться. Помню, когда ты с дробовиком в руках, с тобой даже разговаривать все будут более вежливо. Может быть. Так, тут больше ничего нету хорошего. Ну, по всей видимости, нет. Так, Там же дверь была. где дверь-то была? А, вот все. Так, нет. Что-то я заблудился. А, все. Я понял. Я не в ту сторону пошел. Так, вон там товарищи ходят. Какая-то музыка еще пошла. Что это было? Говорит клон, а это был я. А как он говорит, если ты ему в голову выстрелил? А, видимо, другие. Потому что он вряд ли один. Музыкальное сопровождение просто охрененное, я вам скажу. Если бы сейчас заиграла AC/DC Highway to Hell, я бы тоже так сказал, но я, к сожалению, не слышу, что там играет. Ну, там в целом очень хорошая. Музыка, атмосфера тут просто неимоверно нагоняет. Нас спрашивают, наркоманы, Шолик? Шприцам тянет. Конечно. Так мы играем за наркомана-оперативника. В следующий раз, когда вас будет ОМОН прессовать, помните, кто-то из них наркоман. Да. Так. Выключить фонарь, сохраниться и... Знаете, как вычислить ОМОНовца-наркомана? Он вместо вас задерживает кого-то, кого видит только он. Причем очень старательно. Так, о, вертушечка. Здорово, народ. Сегодня будет Фир первый. Ой, Играет Павел на чатах Ван. так это не наше. Да? Ага. Ну да, наши так не взрываются. Ну ничего, я разобрался. С этими делами. Все хорошо. Меня замотал уезжать мой микрофон. Сиди, сука, на месте. Движение! Нате вам гранату. Спасибо. Блять, как вас много. Очень здорово. Нормально, к слову. Боевочка мне нравится сама по себе, но... Твою мать! Я замедление вхуярю. Когда ты сдохнешь уже, блядь? Аптечка. Аптечка заюзала, а сколько, 50 хп, что ли, восстанавливает? Я хп за вебкой не вижу. Или хп это вот этот вот плей посередке. Не-не-не, хп 60 там. Не, по 60 я нигде не вижу. О, взорвалась. Аллах-бабах. Там чувака вообще просто раскурочило. Ать! Тебя насквозь прошило, что ли? Блять, да сколько он будет жить еще? Спрашивают, куда микрофон уезжает, на дачу собирается?
Да, он его к огороду тянет. Все, он сдох, я надеюсь. Он сохранится. О! Фак, а ты-то как живой-то еще? А он позже подошел. Ничего, вроде разобрался. Тут есть аптечка еще. Смотрите, даже ни разу не помер. В этом месте, по крайней мере. Ну, в этом месте да. Это, к слову, опять я микрофон себе придвигал. Вот, и аптечек не так уж и много заюзал. Котяра говорит, это 7-й. А где мама кошка? Мама кошка, не знаю. Но мама кошка, видимо, их не это. С детьми, блядь. Да. Ну, база, я не знаю, штаб. Так. Все, у меня поставил себе гранату одну. Так, а я тут был или нет? Что-то не помню. Нет, по-моему, ты здесь не был. Да, нет, вот не было. Тут сохранение контрольной точки. Я, по-моему, ты тут не был, говорю. И ты такой, да, нет. Главное, Неоднозначно так. главная контрольная точка есть. Надо сохраниться. Опять. Так, вот, да, вертушка. Вертушка прилетает. Я надеюсь, то, что это наши товарищи. Пишут не котяра, а Барсик. Не Барсик, а Павлик. На чате Вани. Мне просто в лицо. Прикладом ёбнул. Да. Так, господи, боже мой, там товарищ. Слишком много вражин. Слишком много, да. Слишком много вражина и слишком мало хп. Не, ну у тебя аптечек еще дофига. Аптечек дофига, да, я согласен. А он их мгновенно юзает, что ли? Да. Это ж вообще жизнь. Спрашивают, пойдете в кино на Страж Галактики 2? Задонатишь нам на билеты? На самом деле я не знаю, пойду не пойду. Ну, всякое может случиться. Вот так вот сидите вы себе дома, играете, закрыли глаза на минуту. Открыли, а вы уже в кинотеатре на Страж Галактики 2. Привет, вновь пришедшие. Проходим эфир первый. Стрим идет уже сколько? 3 часа? 2 Почему часа, 3? 2 часа. 3 часа, блин. Все, я зачистил площадку, нужно быстрее собирать патроны. Сейчас прилетит вертуха за нами. О, говорит, все, иди в Армахем. Вот сейчас мы отправляемся в Армахем, и можно, я думаю, как бы сделать перерыв, потому что 23:07 на часах по московскому времени. Как ты думаешь? О чем? О перерыве? О чем? Так я-то чё, у меня-то перерыва нету. Я думаю, что нам снова засрали чат стикерами. Ой. Давайте меньше стикеров, больше комментариев по делу. Собственно, и да, будем делать перерыв, и я ушел буквально на 3 минуты. Вот так вот.
И я снова с вами. А, К слову, даже не знаю, что обсудить сегодня. Могу предложить обсудить, какие самые странные чипсы вы ели или видели. Я вот не так давно случайным образом приобрел себе чипсы со вкусом васаби. И, короче, я их часто жрать не могу, потому что они реально как васаби, причем не то, которое вам, ну, знаете, в доставке сушей каких-нибудь приходит. Васаби, которое, но абсолютно тухлое какое-то, безвкусное, оно абсолютно не острое и типа вообще ни о чем. Вот. А я купил чипсы, которые прям реально в нос дают. Вот. Какие самые странные чипсы вы ели? Или, ну, не только чипсы, а вообще. Я еще видел этот, ам, как он называется там, спрайт со вкусом огурца, по-моему. Или это был не спрайт. В общем, что-то из этого дерьма со вкусом огурца. Но я не пробовал, к сожалению. Стрим идет 2 часа, поняли отсылку? Нет. По-моему, с этими отсылками, пасхалками и всем таким люди слишком уж одичали. Опять же, могу напомнить пример с этим, как он называется, с Outlast'ом первым, где главному герою отрезают безымянные пальцы, и в какой-то момент люди стали считать, что это отсылка на на Assassin's Creed. То есть, если в какой-то игре отрезают безымянный палец, то это по-любому отсылка на Assassin's Creed, и вы должны Ubisoft денег. Что за хрень, ребята? Не надо так все слишком принимать в вот таком ключе. Да, серьезно. Есть люди, которые считают, что в Outlast первом отрезание безымянных пальцев — это отсылка на Assassin's Creed. Я об этом упоминал на стриме по второму Outlast. Но это же полный бред. Ладно бы разрабы были одни и те же. Но на самом деле компания Red Barrels, которая занимается созданием Outlast'ов, они занимались разработкой Assassin's Creed, но они сейчас уже не в Ubisoft, в своей компании работают. Так что, ну, в принципе, они имеют отношение к Assassin's Creed. Но это не отсылка, это просто отрезанные пальцы. Я тоже видел спрайт со вкусом огурца, я скажу больше, в Подольске его даже на ТВ рекламировали, видимо. Я тоже видел его рекламу. Разумеется, его не только в Подольске рекламировали, а вообще по телевидению. Вот, я имею в виду, что именно в магазинах его видите. Просто, ну, есть газировки, которые мне нравятся, типа там, ну, Кока-Кола иногда заходит, Пепси, а, этот самый Спрайт. Вот Спрайт я больше всего люблю, и Mountain Dew я больше всего люблю. А вот Фанту и какие-то такие изощренные вкусы я их даже пробовать не стану. Так, чипсы со вкусом пиццы и бургера. Чипсы со вкусом пиццы я видел давным-давно еще. Там Принглс, по-моему, это. Ой, не Принглс, а эти Чистерс.
спред со вкусом огурца. Лучшее лечение от геморроя — это живой огурец, нам пишут. Ну, кто помнит старые приколы из интернета, тот, я думаю, поймет, что к чему. И пил J7 со вкусом лимона. Вот эту дичь я даже не видел, не слышал никогда. Так, что-то у меня... вот, Гульгейм открылся. Я давно уже не ем чипсы и сухарики, и зубы не те уже, и химии везде хватает, и без красителей. Ну, бывают пьяные выходные, и на них без такого дерьма не обходится. Да и вообще бывает такое. Сидишь, пожевать хочешь что-нибудь? Ну, знаете, в кино все ходят, попкорн покупают. Не ради того, чтобы поесть, а просто ради того, чтобы рот забить. Вот. Far Cry 3 отсылка на Assassin's Creed, потому что компания одна. Да, в Far Cry 3 есть отсылки. Ну, не только в третьем, но и вообще в Far Cry. В этом... как она называется там? Far Cry Primal тоже есть там отсылка. В Watch Dogs есть отсылки на Assassin's Creed. Привет. Да-да, я борюсь пока с микрофоном, думал я его быстрее нацеплю, но что-то пока не получается. Ну, мы верим тебе. Вот, собственно, вот эти звуки я слышал. Да, так будет правильно. Так. Far Cry... нет, я читал. Купил его летом, выпил, проснулся ночью, пить захотелось, а ничего нет. Я даже ничего больше не брал, так как надо было с хаты съезжать. Вот эти газировки, конечно, да, ради того, чтобы именно жажду утолить, это вообще не вариант. Я победил. Микрофон. Тут из обычных людей находят пасхалки. Что бы это ни значило, да. И у меня вопрос, вообще, вот эти вот анимации наши появляются, нет, периодически? Ты видел хоть раз? Я или внимания не обращал, или нет. Вот я тоже что-то все поглядываю, и что-то ни разу не увидел. Не знаю, надо будет запись посмотреть, появляется она или нет. А вы, ребят, замечали какую-нибудь необычную анимацию? Да что вы заладили, люди? Спрашивает Паша, отрасти длинную бороду. Как раз в этой шляпе будешь похож на еврея. Ты случайно не еврей? Случайно нет. Не еврей. Хотя, был бы я евреем, не знаю, может бы владел бы миллионами. И вы бы работали на него. Как мы. Блин. Так, площадка под обстрелом. От жажды нужно пить минералку или воду. Кстати, минералка тоже вода. Все газировки бесполезны в этом плане. Потому что они сахар содержат, очевидно. Так, все очень плохо, меня убили. Быстренько-то. У нас тут во время перекура было обсуждение, какие самые странные там, газировки и всякие сухарики, чипсы, вкус имею в виду странные, видели зрители. Вот вопрос к тебе, какие самые странные сухари, чипсы или газировку ты видел? Ну, я ел орехи с васаби. Как-то. И спрайт с огурцом до сих пор у меня тут это рядом в магните у меня продается. Я его не стал брать, я думаю, дерьмовый вкус. Ну вот я тоже. Хотя он тоже покупал, говорит, нормально. Ну это может замануха такая, знаешь.
всегда же хочется, когда я сам куда-нибудь сел в лужу. Хочется туда же друзей посадить. Я вот недавно купил себе чипсы, знаешь, вот как Принглс, только более такие дешевые. Ага. Вот, со вкусом васаби. И, короче, я их сколько ем, я их по одной по две съедаю. Больше просто не могу, потому что они реально острые. Те, ну, самое странное, наверное, говнище. Я видел, Лейс одно время продавали картошка с картошкой, блядь. Что ты ел картошку? Знаю, какая картошка на вкус, блядь. Это пиздец, блядь. Это просто пиздец. Лейс со вкусом как картошки, блядь, в сливочном масле, блядь, заебись. Ой, блядь. Так, пошляться тут. Может, что-то подсобирать. Есть, кстати, я так понимаю, это про спрайт пишут в такой же бутылке со вкусом апельсина. Там мякоть апельсиновые дольки плавают, я ими чуть не подавился. Блядь, Я жесть. вот, кстати, не люблю вообще апельсиновые соки и вообще соки с мякотью. То есть, ну, компоты домашнего производства с мякотью еще куда не шло, хотя тоже не особо-то. Вот когда ты покупаешь это дерьмо химическое, там мякоть, и думаешь, что это за дерьмо я пью. Вторую кружку зеленого чая поднимает за здоровье Паши. Отлично. Я за вас отважного напитка поднимаю. Говорят, что нет, не видели анимацию. Кстати, Джейсон анимация с буквы А пишется, а не через О. Вот. Но спасибо. Значит, что-то пошло не так. Да. У нас есть минералка со вкусом хмеля. Что? Минералка со вкусом хмеля. Это здорово, на самом деле. Веселое похмелье. В натуре от похмелья должна помогать. Так, я правильно вообще иду-то, блядь? А, не, нихера неправильно. Да. Хорошая вещь, говорит. Конечно, хорошая вещь. Мы ей только что применение нашли. Идеально. Так. Ой, чё? Блять, испугал меня. Тем не менее, я нашел шприц очередной. Говорят, что тоже компании, что выпускать минералку со вкусом хмеля, выпускают отличное пиво. Это круто. Все видимо- взаимосвязано, ребят. Да, там на одном заводе. Что не получилось, то минерал. Хорошо же хоть, блядь, не из-за одной бочки, да? А может и заодно там, что осталось, то в минералку. Всё Самый шлак это чипсы со вкусом соли. Вот, кстати, соглашусь, очень скучные чипсы. Ну, не знаю, мне одно время нравилось там их с пивком погрызть, когда все остальное говно заебало. Ну да, если вот все надоело, то да. А так чисто вот только их есть, не пробуй никаких других вкусов, это слишком скучно. Ебать меня гранатой. Чего? Чуть не поимели. Не, ну, судя по тому, что ты сказал, уже поимели. Практически. Практически выебали меня и кончили на сиськи, вытерли хуй об занавеску и оставили подыхать. Что за пиздец? Блять, опять за подгрузкой мира. Очень вовремя, кстати, они это делают, блять.
Женя рассказывает, раньше Клинская лайм пил в молодости, замечательно шло, но лишь одна бутылка, со второй начинало тошнить. Клинская лайм. Ну, кстати, от той же конторы, от Клинского, был Авиплакос, ну, собственно, пиво Сокол. Вот. И пиво Сокол мне одно время нравилось вот мохито такое. Блять, очень такое своеобразное по вкусу. Вот, как и раньше Корона была лайм, но тоже раньше нормально делала. Вот. Сейчас не знаю. Я как человек, который в основном пьет пиво, которое нельзя найти в магазинах, которое ну, авторское, зарубежное, это качественное такое. И пью я не часто его, собственно. Я в эти споры влазить не могу и ничего такого рассказать не могу насчет всяких клинских, миллеров и так далее. Так, ну, тем не менее, меня завалили. Просто там чувак стоит, блядь, под лестницей и просто смотрит вверх. Молится. Там опять вопрос, Паша, кто ты по образованию, кем работаешь? Второй раз уже за стрим. Что за дела? Так, по образованию я айтишник, а работаю менеджером по подготовке производства. А по душевному состоянию кто? Не знаю. Наверное, сантехник, алкоголик. Личная самооценка. Так, что там я видел? Блин, где? Вот, в магазе есть энергетик со вкусом капусты, это продается в Москве. По-моему, энергетики все со вкусом дерьма. У меня уже, наверное, месяца 2 в холодильнике стоит этот 0,5 Red Bull, и я не знаю, куда его девать просто. Да в окно его вылей. Ну, Фу, гадость. мне просто в лицо прилетела дробь. Я уже думал, что скажешь, в лицо прилетела бутылка Редбула. Видимо, кого-то окрыляла. И еще раз помер. Чем дальше, тем больше смертей становится. Ну, оно и понятно, потому что как бы сложность в игре нарастает, я так понимаю. Она... Конечно. Так, я не помню, оно не адаптируется ли? Просто... Адаптируется, насколько я помню. Потому что, нет, стоит боец до сих пор, средний. Потому что, я не знаю, не помню точнее, либо в Фире, либо в какой-то похожей игре, ну, игра адаптировалась просто под стиль прохождения. Если ты всех косишь, она становилась сложнее. Я помню, кто-то рассказывал, что это именно в Фире такую систему задействовали, что враги учатся. Ага, ну, значит, это в Фире. Вот, видите? О, шприц. Ох! Спрашивают, кто я по образованию, кем я работаю. Я айтишник. Я работаю стримером. Стримером-сценаристом. Вот так вот. А по душевному состоянию я Антошка. Из песенки. Который, помните, это Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Он такой, иди нахуй. И вот. Это я. Так, всегда сохраняйся. Женя спрашивает, сантехник, Паша Марио из Грибного Королевства. К слову, вот, да и плюс мне это было, в принципе, всегда интересно. До того еще, как я пошел в это, получать образование такое. Вот, я до этого уже работал и как бы мне было это интересно, сам ковырялся, блядь, сам что-то делал. Максим пишет, тогда я не айтишник. Осталось только Гретте сделать диплом об образовании айтишника. И за звездец просто эта команда. Ваня, то есть ты ленивая какашка. Ага, вот это вот. Кто, думаешь, ежевикли делает сценарий, а? Кто на стримах без перекуров каждый раз? А?
Потихонечку. Контакт, контакт, да, и на тебе, я тебе тоже гранату могу. Бля, ебать меня в рот. Ты бы завязывал с такими фразами. Хуя себе, Бля. Я... Нихуя он в потолке Ты повис. видел, да, это говно? Перекличка. Так. Так. Я надеюсь... Так, у меня 9 патронов у снайперской. Если Паша в этой шляпе отрастит усы и бороду, то будет похож на Боярского. Начнет болеть за «Зенит». Тысяча чертей, блядь. Каналья. Каналья. Да. Охуительно. Придумали. Так, всегда сохраняйся. С тобой это что сделать? Ёб твою мать. Повисший. Я не знаю, как это зачитать цензурно. Пишут Вова, который у нас учиха, по профессии работает. Да, кстати, Вова. Сайты тоже. для взрослых лепит по заказам. Кстати, Вова тоже в этой сфере, блядь. Если вам нужен кому, в принципе. Ой, черт. Так, надо что-то сделать. Так, как... Там мягенько? Ну, загрузочка. Эпизод 4. Вторжение. Стражи. Ситуация. Оперативный сотрудник ФИР проник в штаб-квартиру Армахема. Сопровождавшие сотрудника бойцы Дельты погибли при штурме. Вызов подкрепления невозможно. Блять, они погибли даже на подлете. Уёбки летать не умеют. Пиздец. Попытка переговоров с противником завершилась неудачей. Задача — обеспечить координатору доступа к корпоративной сети, а затем проследовать к месту последнего контакта с пропавшей разведгруппой. Угу. Попытка переговоров завершилась неудачей. Я так понимаю, он сожрал просто всех переговорщиков. Голодный дядя. Голодный Николас Кейдж. Да. Так, что за говно тут творится вообще? К слову, когда Николас Кейдж был во всех фильмах, как раз таки в те года, по-моему? Примерно. Или, по-моему, чуть попозже. Или где-то в пораньше. 2010-м. Так, нет, я тут не проползу. Где блядский вход? Что-то я заблудился нахер. Говорят, что я должен был быть на всех стримах. Нет, не должен был. Кто? Но написали, что я должен был быть на всех стримах. Это не так. Так. Вот, все. Я нашел. И у нас было как бы одно расписание, где я вроде бы как был везде указан. Но это просто потому, что я няшка и без меня никуда. Я нашел выход таки. Так, ты кто? Ой, Жиробас! Жирный, Сука, как закрыл поезд дверь. пассажирный. Это, кстати, айтишник местный. Чё-то мы на него не похожи нихера. Никто из нас. Так. Там какая-то дрянь невидимая бегает. И это плохо. На Гудгейме Женя скинул фотку Боярского с флагом Зенит, вернее, с шарфом Зенит. И знаешь, я вот так смотрю на вебку и на Боярского, и действительно похож. Говорят, что от меня эхо. Нет от меня эхо. Эхо может быть, я, может, потише чуть-чуть сделаю.
проект Икар какой-то. Но я надеюсь, там видно, слышно, о чем пишет. Ну, ты вебкой закрываешь чуть-чуть эти субтитры, но я думаю, на стриме слышно. А, так. Бог с ним. То есть проект Икар означает следующее, что вот этот проект, я не помню, как он назывался, вот он был проект Икар, проект Персей и проект вот этот вот, где детеныш, собственно, обладавший сверхспособностями, мог контролировать армию клонов. Ну, собственно, это Пакстон Феттл. Вот. Первый проект, либо второй, не, первый проект, по-моему, Альма была. Вот. Второй проект как раз-таки Пакстон Феттл, и третий, вот он наш, собственно, главгерой. Вот. Либо он Я второй, сейчас охерел от этого, от количества информации. Вот, ну, быть может, я местами могу путать, просто очень давно как бы проходил и вникал во все это дело. Вот, но смысл, я думаю, понятен. Сохранение контрольной точки, опять подгрузка мира, как она меня бесит. Знаешь, после стрима Хитмана, Мафии первой и вот этого, мне прям захотелось скачать старый добрый Quake 2. Что это за херня? Невидимая дрянь. Так он же видимая. Ну, когда попадаешь в него, да, видимая становится. А, Ну, дико бесит меня вот эти вот невидимые ублюдки. Блядь, сука! Очень подкрадываются как бы. Так. Ну и вообще, знаете, я бы хотел, наверное, еще на стрим взять немножечко паркура! А именно... Как это говно называлось? Я, блядь, вот забыл на языке. Принц Персии? Не-не-не, Mirror's Edge. А Мирос, ух ты же, ёпта ж мать. А тебе в Assassin's Creed паркура будет мало? Маловат, да. Ну ни хрена себе. Вот. Ну, она такая, знаешь, все-таки непринужденная игра, как бы красивая, да. Вот. Какой-то сюжет прописанный все-таки имеет. Вот. Очень хорошо стилизовано. Ну да, там нет огроменных локаций. Вот. Но, в принципе, ничего так. Неплохая. Но и именно первую часть, потому что вторая, насколько я слышал, дерьмо еще то. Я, кстати, про нее вот с момента выхода ничего не слышал. На удивление. Слышал о разработке ее, что во время разработки ее хвалили, что там будет кооператив, что там будет открытый мир. И все, больше ничего не слышал. Half-Life мы уже отвечали насчет, будем ли мы стримить его. Карателя спрашивают, будем стримить? Вряд ли. Каратель. Хотя он вроде ничего так, неплохая, в принципе. Покуда я берусь, ну, такие старенькие игры стримить, то, ну, почему бы нет? Может быть, и включим как-нибудь в какой-нибудь эфир. Следом за Вин Дизелем из Ридика. Ну да. Спрашивают, вторую не взломали еще? Mirror's Edge, Каталист. Понятия не имею. Так, тут нужно, насколько я понимаю, забраться наверх. Я надеюсь, тут меня никто не сожрет. Просто вот так вот.
Не отдамся я никому. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, Гарри давай-ка. Смот еще предлагают Писать, постримить. выходи. Гарри Смот, не, на... Ай, ёб твою мать. Гарри Смот, понимаете, ребята, чтобы это было весело, там нужно человек 8 на стрим. А человек 8 Ой, в одном сука! стриме это балаган. Тварина невидимая. Блять, опять. Ты где? С какой, сука, стороны? Вот ты, блядина. Ёб твою ж мать. Это очень неожиданно. Такое говно происходит. Ненавижу этих тварей. Но Женя рассказывает, что Mirror Sage 2 взломанная есть. Да и в любом случае, я как бы так видел, и не очень она мне нравится. Вот, Икар прикрыли, чтобы как бы запустить проект Персей. Рассказывает нам наш координатор, который где-то сидит своей задницей в тепле. Вот. Подбухивает, наверное, какой-нибудь джин или виски. И, надеюсь, смотрит наш стрим. Да. Вот. Так, у меня опять куча аптечек. Это здорово, на самом деле. Это Нужно больше аптечек. это очень здорово. С фонарем тут нужно быть тоже поаккуратнее. Хорошо, хоть тут не нужно в него вставлять ебаные батарейки. В этот фонарь. Как в Outlast'е в эту самую камеру. Дай ему передатчик. На, передатчик. Давай, бери. Сука. Прозрачный. Это ж тот самый толстячок. Да, это жирный айтишник. Да. А у него такое счастливое, доброе личико. Теперь моему мозгу жарко Потеплело на улице, что ты хотел. от шляпы. Заходи, говорит, ну здорово, толстяк. Так, а как ты смотришь, чтобы тебе по щам надавали? Нравится бить толстых. Почему бы нет? Call of Duty про Первую мировую. А, Это Battlefield про Первую мировую. батла, да, про первую. Кстати, у меня тут тоже немножко созрел план, покуда в ноябре выходит колда новая, и опять она будет про Вторую мировую. Ну, как бы можно постримить и пройти первую и вторую части Call of Duty. Я во вторую играл в свое время, но, на мой взгляд, уже не зайдет она. А почему не зайдет? Ну, я бы хотя бы сам тогда проиграл, и я, в принципе, собирался перепройти их. Очень здоровская штука, по крайней мере, первые две части мне очень понравились, и они не особо долгие, там буквально 2-3 часа на кампанию уходит. Ну, я лично проходил вторую часть дольше, чем первую Modern Warfare. Но Ну, зато окей. никогда не забуду, как геймпадом нужно было грести. Не, ну окей, ну вторая Call of Duty может быть и 4 часа проходит. Вот, ну первая там вообще дико короткая, ну, там 2-3 часа буквально. Сообщений Блин. больше нет. Охуительно. Наушник поехал чуть-чуть вместе с головой. Что у тебя все едет. Да, что-то вообще эти наушники как-то не под мою голову. Они мне на мозг давят. Противник! В здании. Да. Оперативник в здании, блядь.
Сейчас я их сам обойду. Ова! По щам, по Паша щам, отыгрался по в щам. школе. Паша из Серпухова, Паша дерется по сей день. Хочешь жить, учись драться. Да. Именно поэтому в свое время я пошел на бокс, ну да, и имею разряд по оному. Так что, ребят, кто-то... Чё, доната не хотите? Можем по-плохому. Так, где я? Так, надо сохраниться. Говорят, что самая старая Call of Duty про вторую, про Первую мировую. Нет, она про вторую, насколько я помню. Я, вот насколько я могу вспомнить, Call of Duty 1 вот была, блядь, мне отстрелили мой прекрасный хуй. Только его? По всей видимости, да. Так, точно, мне аптечку надо заюзать. Нет, какие пидорасы. Да пиздец, прямо из-за угла. Так, а как я могу проникнуть в оружейную? Там куча всякого вкусного дерьма. Так вот, я говорю, насколько я могу припомнить, вот Call of Duty, самая первая, вот она просто называлась Call of Duty, и про Вторую мировую она как раз. Никакой Первой мировой. Это вот недавно... Вышла Battlefield 1. Да, Про Battlefield Первую 1, мировую. вот там, да, а вот других игр я просто не припомню. Именно про это все дерьмо, ну, про Первую мировую. Про Первую мировую, насколько я знаю, вообще... Бля, господи Иисусе. Сейчас, ребят. Очень мало игр, да, да и вообще, я говорю, не могу припомнить. Вот кроме недавно и Battlefield 1, я не знаю даже. Ну, Первая мировая, может быть, промелькала еще в Darkest of Days в 2008 году была такая игра, быть может, там какие-то фрагменты были. Вот, а именно, чтобы полноценно про Первую мировую, я вот даже не могу вам сказать. Про Первую мировую игры редко делают, потому что это была очень жестокая грязная война. То есть Вторая мировая война, там уж понятно, там были перестрелки. В этой же войне там, ну, очень сложные перестрелки, потому что больше газовых атак было, окопные войны, там, частично рукопашно, фанерные танки. То есть игры поэтому не сделать никак. Ну, как-то батлу сделали, ну, понятное дело, то, что там она под мультиплеер затачивалась, это понятно. Компанию Да. прикрутили просто, но все же как-то сделали. Хоть и невнятную, хоть и говёную. Да, вот я хотел как раз сказать, что нереально сделать внятно про Первую мировую, поэтому их затея была слишком смелой и, ну, она, конечно, зашла, но только потому, что это батла. Your MP будете стримить? Понятия не имею, что это. Она, по-моему, мультиплеерная. Смысла особого не вижу. Батла первая и Valiant Hearts про Первую мировую. Да, вот та игра тоже, по-моему, про Первую мировую, но она не шибко так это войну. Не, ну, понятно, она, конечно, полностью показывает войну, но это не шутер. То есть она именно как больше платформер сделана. Ну это да. Subs The Zombie Месть короля. Что за началось? Непонятно. Почему вы нам просто предлагаете шквал игр, причем каких-то мутных. Давайте сделаем так, вы просто в сообщение в группе, да, вступайте в группу ВКонтакте и просто напишите в сообщение группы, какие игры вы бы хотели, и мы уже там прокубатурим, что к чему. Да, потому что на стримах мы, скорее всего, уже забудем под конец стрима, что нам предлагали больше половины.
Вот, и ничего реализовать не сможем, потому что у нас есть свои идеи, свои мысли, и, соответственно, все удержать в голове невозможно. К тому же, вот сейчас мы на стриме, мы думаем о том, что нужно говорить, Паше еще приходится играть с этим, ну, с эфиром имею в виду. Вот. Так что из головы может просто вылететь. Тут уж не описуйте. Я не знаю, зачем я еще гранату туда кинул. Контрольный. Да, на всякий случай. Наверняка. Блять. Мне надавали по яйцам. По яйцам. Почему же они в голову это не стреляют? Вот, не хотят. По моим не менее прекрасным яйцам. Я гранату туда вам кину. Предупреждаю. Так, может быть мне не надо Тарбадан на таком расстоянии использовать? Да, наверное, это не лучшая затея. Ну да, так оказалось быстрее. И тут появляется сообщение, что у кого-то там предзаказ стоит. У чего? На что? Непонятно. К чему это? Да, ребят, поясните. У кого стоит предзаказ? Зачем стоит предзаказ? Так, Джейсон не унимается, говорит, URMP не сетевая. Хорошо, пиши в сообщение в группе, ну, под постом под каким-нибудь игры, которые хочешь увидеть на стримах. Лучше, да, лучше сообщение группы. Только что мы объяснили это, что мы, скорее всего, все забудем. Так, найти пропавших чуваков из Дельты. Я очень рад этому. Но я не думаю, что что-то ты еще сегодня успеешь пройти. Потому что без 10 помощь. Так, ну тут осталось совсем чуть-чуть до... Финала? Не до финала, а до чуваков из Дельты. А, Несмотря на то, что только написали, тут буквально недолго до них. прям рядышком. Женя пишет, что URMP говнище кривое. Вот как. Окей. Я по-прежнему не знаю, что это. Я помню, я видел. Но... На новую Call of Duty стоит предзаказ у человечка. да. Но она по Второй мировой войне. а Ну мы и мне, говорили про и мне первую. кажется, еще рановато очень для нее, потому что она выйдет аж 3 ноября. Да, полгода еще ждать. Я вот слышал новость, что в новой Call of Duty не будет СССР, и какая же это Вторая мировая война-то получается-то? Ну да, О чем игра-то? кривенько. Так, может я тут найду себе шприца. Нужно больше колодцу. Или не найду. Блядь. Нету. Как не будет. Вот так вот, представляешь? Еще Германию пусть уберут, и отличительно. Отличительная игра. Ну, собственно, как и этот был World at War, который там по это пятая, по-моему, Call of Duty-то по счету. Там они же вкорячили в основном с японцами свое это. Браво, блядь. Ну там, да, по-моему, было СССР. Вот там играли за товарища, который возгружал флаг на Рейхстаг. Но это СССР, значит, точно было. Ну да, я и говорю то, что было. Вот. С этим Резновым, или как он там, не Резнов. Я не помню. Не знаю, к сожалению, или нет. Но этому, в принципе, не очень много времени посвящено вообще.
Ну вот скоро узнаем в новой Call of Duty, как как американские войска брали Берлин, и как они японцев бомбили после окончания войны. Все это мы узнаем. Альма, не шали. Это разве только что Альма была? Ну, проходила мимо. Проходила, да. Вот в двери влетел, я помню, просто лысый, черный. Я где-то кучу хп уже растерял. Вот, ладно, я тут не буду уже шариться по подворотням. Тут просто будет Вторую мировую выиграли американцы, все это знают. СССР сидели дома и ждали победу. Так считают разработчики игр в Black Ops 1 и 2 про резного колда. Времена холодной войны. Отлично. К слову, я встретил группу Дельта. Здорово, ребятки. Вроде бы. А у нас тут без 5 полночь. Или нет, еще не нашел. Короче, нужно... А это тогда кто из лифта вышли? Продолжайте поиски Феттл. Ну типа, ну это криминалистка баба. Ебануться. Где они были-то до этого? Вот, ну, видимо, только прилетели. И вот товарищ, как бы, боец. Все, говорит, береги себя. Окей. Ну и все, да, на этом эпизод 4 закончился. На повестке эпизод 5, извлечение Бишоп, перехватить Феттела. Ну, собственно, все. Вот. Ну, на этом, наверное, можно закончить, да? Ну, без 5 полночи, я думаю, хватит на сегодня. Как раз, да, завершим на 5-м эпизоде. Эпизод 5. Извлечение. Вот мы и извлекаемся. Да. Что ж, тогда прощаемся, я думаю, до когда? До понедельника? Давай, да. Или до вторника? Ну, там, в зависимости от того, когда выйдет дайджест, он выйдет либо завтра, либо в понедельник, если я завтра не успею. Либо Ну, ночью. там Грета еще просится постримить, так что пока что следите за группой ВКонтакте Game Genius. Пост будет там обязательно. Да. В общем, ладно, спасибо, что смотрели, комментировали, поддерживали. Даже задонатили. Да. За что отдельное спасибо. За донаты всегда спасибо. Следите за расписанием, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал на Ютубе. Что ж, до следующего стрима. Пока-пока. Пока, ребят.